Всем привет, вы на канале Польза.нет. Пишем, слышно ли меня или нет, самое важное. А кто должен волноваться, чесночник? Так, первый, второму прием. Слышно ли меня, самое важное? Друзья, прием. И уже 20 секунд трансляции, а я пока не вижу себя. Да, все норм, отлично. Только я почему-то не вижу трансляции. Ну хорошо. Сегодня мы к чему все собрались? Самое главное и самое важное для нас сегодня понять, стоит ли покупать GTR-ки новые и Verge 2, которые по факту должны называться Nexa, как все прекрасно знают. Всем еще раз привет, Дмитрий привет, Golden X привет. Если со звуком будут проблемы, либо слишком высокая громкость у музыки, либо слишком тихо я, сразу пишем. Я за этим делом слежу. Так вот, начну я с чего? Начну я с первого, самого главного вопроса, который уже был у вас в чате. Я понимаю, что для вас он, возможно, не важен, но для большинства людей, которые играют в спортсменов, допустим, как я, или и реальные спортсмены, они говорят, что в Страву не выгружается из MS-фита ничего. Вот, пожалуйста, добавляется аккаунт, и автоматом с ваших часиков, у меня здесь, допустим, GTR-ки добавлены, вся информация уходит куда? Правильно, в Страву. То есть Страва и Вичат. Этот вопрос мы сразу закрыли с вами. Сергей, привет. Дмитрий, привет. А теперь мы с вами благополучно можем заняться вопросом этих двух часиков. Во-первых, почему на YouTube сейчас довольно мало обзоров на те же GTR-ки и Verge? Потому что в тот момент, когда я покупал, была только китайская версия. Если ты топовый блогер, то тогда, конечно же, английская версия тех же GTR к тебе придет. Если ты не топовый блогер, ты, получается, выкинешь на ветер 10 тысяч рублей. Что я, в принципе, и сделал обзор на GTR, как вы заметили. С пейсами, не вторые пейсы, это все-таки даже не Verge вторые, это Nexa. Вот с Nexa, который мы будем сейчас на обзоре называть Verge'ами, все намного проще. Мы покупаем китайскую версию и ее реально не локализовывая изменить на английский язык. То есть, если вы заметите, они почти полностью, эти часики у меня уже на английском. Вот, это основная информация, которая мне необходима сейчас. Первое. Второе. Сегодня розыгрыша никакого нет, поэтому если кто-то для розыгрыша здесь, я вас спешу расстроить. Сегодня 11 число, в следующее воскресенье будет розыгрыш девайсов. Вот. По поводу GTR, что я могу сказать? Если сравнивать с теми же стратосами, конечно же, это все не спортивные девайсы. То есть, если нельзя повесить нагрудный датчик, пульсомер, ну, особо сильно хорошо вы спортом не позанимаетесь. Может быть, у Verge можно будет вешать, но у них автономность печальная. То есть эти часики живут всего максимум 3 дня. Эти, если мучить их, то живут где-то дней 13. 12-13 дней, даже если вы постоянно будете сидеть в GTR-ках, то есть ползать в самих часах, не знаю, вам приходит 1000 уведомлений, постоянно звонят, они у вас проживут 12 дней. Эти проживут максимум 2 суток. По поводу габаритов, я, конечно, сделаю обзор вот на эти часы, но они даже больше, чем первые Verge, а первые Verge были довольно приличного размера. Материал чуть-чуть другой, то есть вот этот конкретно керамический пластик, я, если честно, когда узнаю, какой материал, я обязательно в обзоре расскажу. Но вот эта вот штука, она практически ни у кого не царапается. Ни у китайцев, ни у русских, ни у англоязычных блогеров часы не царапались. Но в то же время по поводу экрана, здесь экран в GTR-ках на 1/100, по-моему, дюйма больше. То есть если здесь у нас дисплей 1,39 дюйма, то... нет, здесь тоже 1,39 дюйма. Но магия в том, что здесь Gorilla Glass 3 стоит, а здесь Gorilla Glass 1. ТТХ-производитель, конечно же, может приукрашивать с одной стороны, с другой стороны, производитель один и тот же, то есть вот эти два устройства, они не являются друг для друга конкурентами. И по большому счету у нас сегодня стрим, по этой причине я и название сделал такое. А по факту их сравнивать нечего. То есть, если это упрощенная версия, можно сказать, для тех, кому нужна автономность, либо нужен GPS конкретно. Потому что 40 часов, за 40 часов это можно суточный бег бегать.
Кто знает, что такое суточный бег, я думаю, вы понимаете, о чем я. Кто не знает, то если ты занимаешься спортом, наверное, ближе к любительскому спорту, и нагрудник на себя на 24 часа вешать не особо приятно, можно вот в этих часиках бежать. 40 часов – это более чем бодро. Можно спокойно пойти в поход. То есть отслеживать там 4 раза 4 дня по 8 часов спокойно сходить, и 8 часов, я думаю, припуск на то время, когда GPS не работает. Проще говоря, на четверо суток идете в поход и можете отслеживать, что вы там пешком ходите. Вот. Могу Virgin надеть, конечно. Вот смотрите по поводу GTR-ок. Когда говорят, что они со стратосами вот меньше значительно. Нет, они по большому счету одинаковые. Конечно, я сделаю обзор сравнения, но цены примерно одни и те же. То есть эти покупал я в рублях за 9600, эти за 9800 или, ну, примерно так же. То есть $150, что для тех, что для других. Да, можно. Ну, дело в том, что стратосы относительно этих часов, у них есть еще один плюс. Вы можете на них закидывать музыку и с них же слушать эту музыку. Понятно, что с автономностью печаль полная, но этот плюс всем плюсом плюс, я бы сказал. То есть GTR-ки это больше для красоты все-таки, с одной стороны. С другой стороны, скажу честно, вот у меня стратосы почти год. Спрашивают у меня, какие покупать под них нагрудные датчики, т.д. и т.п. Друзья, честно, не бегал с нагрудным датчиком, со стратосами. Один раз бегал, у кого-то брал, я не помню. А так я себе так и не купил за 7000 рублей. Я хотел Polar H7, Polare, датчик. Может быть, еще куплю, но по большому счету, если вы бегаете в каких-то таких временных интервалах из разряда на первый разряд, ну зачем вам нагрудник? Я и так прекрасно понимаю, что если у меня пульс выше 160-170, я это ощущаю, быстрее я не побегу. Вот как выглядит Virgin. То есть Virgin выглядит, ну, относительно аккуратно, но довольно странно. Но это умные часы, вот прям и то, вообще все я считаю умными часами. И стратосы, но в понимании большинства блогеров и большинства людей, которые любят рассуждать по поводу того, что умные часы должны чуть ли не в космос вас отправлять, и с них можно звонить и разговаривать. Вот с этих часов, по-моему, еще пока разговаривать и звонить нельзя, но отвечать на смс-ки уже можно химичить из разряда отвечать в мессенджерах. Я это еще не делал, то есть на данный момент для меня этот продукт сырой, потому что я только перед стримом за час до у меня получилось поставить на него английский язык, потому что на китайском языке извращаться вот с этим вот делом, ну это вообще перебор. По поводу сравнений каких-то из разряда, что бы я носил, я бы точно не носил Virgin. То есть я и первый Virgin отдал супруге, у меня супруга носит первый Virgin, потому что я считаю, что это такая довольно женская модель внешне, в белом исполнении. Я не говорю, что, ну, опять же, в моем понимании. Вот. Что еще бы я хотел сказать? По поводу ремешков. Многие шутят, переставишь спейсов. У меня на стратосах вторых, на моих стратосах точнее, порвался ремешок, в футбол играл, когда мне мячом зафинделили, порвался ремешок. Я снял с пейсов и вот сейчас хожу с ремешком от пейсов. По поводу ремешка сюда, нет, я не буду пока его менять, ну, красивый ремешок. Никогда не носил ничего похожего на кожу, но вот сейчас буду носить. Кто не видел стрим по поводу GTR, точнее не стрим, а обзор, на канале уже есть обзор на 11 минут по поводу часов GTR, Amazfit GTR, вот эти коричневые. Что бы я хотел добавить? Почему у меня такой восторженный, можно сказать, обзор, хотя раз, туда музыку не загрузить, два, вариант с, ну, допустим, вешаем, сейчас сработало. Если по факту из 5 раз 4 раза работает взмах руки, что активируется экран, один раз нет. В самих настройках часов можно выставить различное количество секунд, сколько будет экран конкретно активен после активации. Ну, я выставил 15. Сколько не засекал, больше 9 секунд все равно экран не горит по каким-то непонятным мне причинам. Спать я в GTR-ках спал. В принципе, ну, легче, чем в стратосах спать. Опять же, все эти подсчеты сна, ну,
есть же, есть же будильник, вы прекрасно понимаете, 8 часов вы проспали или нет. И если у вас не растущий организм, вам нужно 7 часов, допустим, 7,5. Если у вас растущий организм, может быть, вам все 9 надо, 9-10, в зависимости от возраста, состояния, там, уровня стресса, питания, да море всяких причин. То есть мне хватает 7 часов, мне часы для того, чтобы анализировать сон, не нужны. Для чего они нужны реально? Да, для оповещений, для того, чтобы иногда найти телефон, который ты носишь. И поэтому, если брать форм-фактор, как пишут, ну, это фактически те же самые Amazfit Bip. Вопросов нет. Да, это те же самые Amazfit Bip в красивом корпусе с непостоянно активным экраном, возможностью на данный момент только выставить несколько циферблатов. То есть сейчас циферблатов не очень много на GTR-ке. Но автономность 24 дня – это более чем бодро, товарищи. Это почти месяц можно не вспоминать про часы. Раз, два, уровень яркости и правда хватает для того, чтобы можно было ходить спокойно на улице. То есть на максималку ставишь и все. Так, передай привет Святославу. Привет, Святослав. Андрей, привет. Феникс, привет. Я думаю, можно потихонечку все-таки мне продолжать, да? Закончу. Да, в каком-то смысле замена. То есть если бипы стоят 4000, эти 9, ну... Если сейчас бы у меня были бипы, и опять же у меня есть деньги, если у меня есть деньги и у меня есть вариант купить бип или эти часы, я куплю эти, с одной стороны. С другой стороны, если я хочу заморачиваться и реально заморачиваться по бегу, мне нужен нагрудный датчик, тогда я буду покупать Стратосы при любом раскладе, потому что нагрудный датчик надо на что-то вешать. Когда мне очень многие люди пишут, и я их прекрасно понимаю, из разряда тех, кто Huawei любит или фирму Samsung, и же с ними... Други, вот сколько я не тестил хуавеевские девайсы, к моему ужасному сожалению, они все лагают. Понятно, что, конечно же, сейчас гизов мне, наверное, штук 20 лепят после этого стрима по той причине, что многие покупают Huawei. Но идеальных девайсов нет, а Huawei по какой-то неведомой мне причине, вот как с браслетами, как Honor Band 4, Honor Band 5, копируют Xiaomi. Так же самое с часами. Но нет у них с автономностью с такой таких же часов на данный момент. По поводу шагов, как вы видели, или если кто-то видел мой обзор, вот эти часики довольно плохо считают шаги в плане того, что сколько раз я по сотке не ходил, они считали 96-97 шагов. С одной стороны, это может быть нехорошо. С другой стороны, ну давайте рассудим объективно. Зачем нам подсчет шагов? Для того, чтобы мы примерно представляли нашу активность. Если они чуть-чуть меньше считают, так это же наоборот хорошо, потому что будем больше ходить, чтобы достигать своих целей 8, 10, 12 тысяч шагов. По поводу читаемости экрана, несколько обзоров англоязычных смотрел и, по-моему, русский. У вот этих конкретно часов читаемость экрана а-ля плохая. Ну, я вот не знаю, как можно не прочитать. Вы сейчас же видите читабельный экран. На Pace, по-моему, да, можно нагрудник повесить. Вот, то есть экран абсолютно читабелен. Что говорить, что экран не читабелен, вот черт его знает. Может, на английском, на китайском языке он не читабелен. Это раз. Два. Здесь, конечно же, есть операционная система вот в этих часах. В эти часы, в Verge 2 их буду называть, я буду эти Nexus называть пока Verge 2, потому что они безумно похожи. И по форм-фактору, и по наполнению. Так вот, здесь есть и календари, здесь есть, конечно же, диктофон, здесь есть все. Здесь они подключаются по Wi-Fi, обновляют себя сами. С них, если вы в Китае живете, можно спокойно звонить. По поводу модулей NFC, что здесь, что в любом другом девайсе Amazfit. Платить нельзя, не верю, что можно будет платить в ближайшее время на территории СНГ. Если вы в Китае, платить, конечно же, можно. ТЧК. По поводу тормозов, вы правильно спросили. Нет, я уверен, что тормоза ни у того, ни у другого девайса не пропадут. Почему? Потому что, ну вот вы сейчас видите, как скроллинг работает. Я не скажу, что они сильно тормозят. Ну давайте я вот для вас специально в режиме реального времени, без всяких FPS-ок, включу режим активности. Ну, давайте ходьба. Вот, пожалуйста. То есть все адекватно нажимается, все адекватно работает. Нужно четко понимать, что руки могут быть грязные, экран может быть заляпан. Все эти олеофобные покрытия, но это больше для пиара, потому что сколько девайсов я не пробовал, кроме не трогал, не знаю, не юзал, кроме каких-то супердорогих телефонов первые 2-3 месяца, супердорогих, это выходит, не знаю, яблочный какой-нибудь девайс. Вот ты его тестишь недельки 2, и он у тебя работает
не знаю, на все 10 баллов, он реально не заляпывается. А вот эти более-менее экономные девайсы, то есть 100-150 баксов, ну, моментально экран покрывается жиром и же с ними. То есть эти олеофобные покрытия не работают ни в чем. К чему я? К тому, что сейчас на 165, еще раз напоминаю, что здесь на данный момент у меня на часах китайский язык. Если вы купите глобальную версию, если вы решитесь покупать Amazfit, по-любому нужно покупать глобальную версию, как с Virgin первым. На китайском языке черт его знает, когда будет перевод. Поэтому, если вы покупаете глобалку, у вас будет русский. Что здесь? Здесь я не уверен, что глобалка, по-моему, уже появилась. Еще раз, сегодня розыгрышей нет, мистер Грин, специально же писал. И не должен быть. Это раз. Два. По поводу удобства носки. Не верю, что вот эта штука может быть удобна для ношения. Скорее всего, вот эта модель, почему она не так популярна в сети и на англоязычных тоже каких-то сайтах, менее популярна, чем те же GTR, Stratos или еще что-то. Потому что для спорта, ну, очень урезанный вариант. Плавать в них нельзя. То есть вот в этом деле можно плавать, можно примерно подсчитывать, сколько у вас взмахов в воде. В этом деле даже плавать нельзя. То есть плавать, отсутствие возможности плавать за 10 тысяч рублей, но это уже смешно, потому что в пейсах только плавать нельзя было. Уже в стратосах можно, в GTR-ках можно, в бипах можно плавать за 4 тысячи рублей. Хочу отметить, в помещении он все равно нашел GPS, плюсик ему. Highlot GT скоро будет обзор, как только придут. А по поводу магнитных, по поводу зарядки. Кабеля, что одного, что у другого девайса, довольно длинные. Принцип один и тот же, то есть магнитная площадка. Как у Стратоса, вот этого вот ужаса из разряда «защелкни меня», этого нет, что очень хорошо. Понятно, это мелочи, но во всяком случае они слушают пользователей, что очень хорошо. По поводу пульсомера. Еще раз напоминаю тем, кто меня либо не смотрит, либо зашел только сейчас. Никакие наручные часы, ну, наручные пульсомеры, которые меряют пульс методом ППГ, выше 160 пульс у вас адекватно считать не будут никогда, потому что у вас кожа начинает потеть, и, соответственно, данные сбиваются. То есть для того, чтобы прям бегать, как обливаясь потом, необходим нагрудный датчик. Нагрудный датчик сюда не повесишь. То есть вот и все. Примерно вы будете знать пульс, но опять же по ощущениям. Хотя, с другой стороны, если вы бегаете на пульсе выше 160 ударов в минуту, вам нагрудник и не нужен. Вы сами прекрасно знаете, в каком состоянии вы бежите. Что еще можно сказать по поводу этих часов из разряда полезного? Gorilla Glass, значит, третьего поколения с олеофобным покрытием, что там, что там. Здесь есть вариант 42 мм против 47, но я бы его не рассматривал в принципе, потому что вариант 42 мм, который позиционируется для девушек, он имеет значительно меньшую автономность. А с меньшей автономностью, вы правы, аналогичных часов очень много. Банан, привет. Я со всеми поздороваюсь, давайте еще 10 минут мне дайте высказаться. Шестиосевой акселерометр, вот здесь акселерометр, он, в принципе, вещь полезная как раз для того, чтобы отслеживать ваш сон, это раз, а два, чтобы в них можно было плавать, и он считал ваши грибки. GPS плюс GLONASS, что здесь, что здесь. Wi-Fi есть и здесь, и здесь. Это для того, чтобы часики ваши обновлялись. По Wi-Fi, кстати, здесь есть, а вот здесь, может быть, я вас сейчас взял, подло и обманул. По управлению, что у того девайса сенсорное управление, нет, по-моему, здесь нету. Это в стратосах можно было, во всяком случае, войти легко. Нет, здесь нет. Пульс считают перманентно, то есть ежесекундно, что эти часы. Да и по большому счету и все. То есть вы покупаете глобальную версию, либо эту, у вас получается русский язык. Эти часы я не советую, потому что за 10 тысяч рублей вы можете купить себе смарт-вотч, может быть, не может быть, а точно более интересные и менее глючные, чем этот девайс. Потому что автономность 2,5 дня, ну, увольте. Я, конечно же, сделаю обзор, конечно же, я постараюсь сказать, что на вкус и цвет. И понятно, что фанаты Xiaomi, конкретно Amazfit, Xiaomi здесь уже, наверное, все-таки нам больше нужен для того, чтобы в тегах писать Xiaomi, Huami, Amazfit, для того, чтобы люди смотрели. А так, Xiaomi, наверное, уже отношение имеет довольно посредственное к данному бренду. По процессору. Здесь процессор помощнее, здесь послабее. Слабый процессор нужен для того, чтобы у нас 24 дня эта радость работала. Вот.
По активности напоминаю, что самая печаль вот из этих всех девайсов, двух конкретно девайсов, в том, что ни один из них не может, и вообще у MSFit'ов нет таких, считать покатушки на лыжах. То есть беговые лыжи считать не умеют ничего из этого. Все по большому счету весит в районе 50 грамм. То есть эти часы весят 51 грамм, эти часы весят 49 грамм, без ремешка. На руке не ощущаются ни те, ни другие. Что еще? Яркость, по яркости видно и здесь, все на улице. Карточки можно грузить, то есть есть NFC и здесь, но опять же платить можно только в Китае. Вот, наверное, мы и поговорили. Если есть у кого-то вопросы конкретно по этим часам, давайте я отвечу, потому что самое интересное, что здесь на 420 мАч стоит аккум, 410, а здесь на 420, то здесь автономность 24 часа, а здесь автономность у нас всего под трое суток, не больше. Обычно 2,5 часа. Ой, 2,5 дня. На Midrone 4K, если куплю, обязательно сделаю. Так, насколько я знаю, у GTR вообще нет операционки. У Verge 2 очень сырая операционка. Что я хочу сказать? Без операционной системы у вас девайс ни один работать не будет, поэтому, когда люди разбрасываются фразами «операционки нет», но это как минимум некорректно. Операционка есть у всего. Просто вопрос, она открыта-закрыта, и сможете ли вы с ней что-то делать. Устанавливать на данный момент на MSFit здесь ничего нельзя, можно только убирать какие-то функции. Но опять же, это позиционируется как часы для фитнеса и для спорта. А сделаны они на данный момент в форм-факторе, который великолепно может совмещаться с каким-то бизнес-стилем. Ну, опять же, мое мнение. Вот эта вот штука, ну, я пока ее не понимаю. Если охота поползать где-то в институте, посмотреть фоточки, попереписывать на контрольных, либо поразбираться с девайсом, это идеальный вариант. А для повседневной носки, ну, я бы его не выбрал, потому что ежедневно, там, раз в 2 дня заряжать, я бы тогда Apple Watch купил. Понятно, они за 40 стоят, там, 30-ник, но лучше один раз и надолго. Покажи, как отображаются длинные сообщения в GTR. Плохо отображаются на данный момент, Руслан, я даже показывать не буду, в ролике есть, но самые длинные, максимально длинные сообщения на данный момент там не выползают. Что больше смарт-часы без всякой фитнес-лажи? Так, давайте еще к чему это? К тому, что по поводу ЭКГ, кстати, что здесь есть версии с ЭКГ. На данном этапе жизненного развития ничего ЭКГ не подсчитывает ни у кого. MSFit благополучно оттягивают этот счастливый момент и оттягивают. Когда начнет работать, я уверен, что как-то начнет работать в скором, наверное, времени, но когда, неизвестно. Я пока обзоров на то, чтобы это работало, не видел. Ждем, как говорится, просто ждем. У этой штучки есть прикольная титановая версия. Если у меня получится эти часы куда-то деть, то я куплю титановую версию себе и буду ходить с ними. А Stratos оставлю, наверное, для сравнений, потому что MSFit'ы все равно будут что-то выпускать. По поводу коробочек, тем более на вот эти часы у меня еще не было обзора. Вот такие коробки. Это коробочка от Verge вторых-Nexa. Это коробочка от GTR. По поводу старых обзоров для тех, кто меня смотрит, для моих подписчиков. Многие, это человек 20 минимум, спрашивали меня в комментах, бегаешь ли ты в этих очках. Отвечаю, бегаю. Бегаю, ничего не трясется, все нормально. По пересеченке притом норм. По поводу фейков сразу, для тех, кто меня смотрит и, может быть, думает, что я каким-то магическим образом пытаюсь что-то кому-то продать. Никогда никому не советую покупать подделки Apple, любых там вариантов Apple, это из разряда часов либо наушников. Все, что я обозреваю по двум причинам. Первое, вы у меня о них спрашиваете. Второе, если вы у меня о них спрашиваете, я хочу, чтобы у меня был трафик, чтобы у меня были подписчики, поэтому я об этом рассказываю. Никакие подделки любых яблочных девайсов никогда не советую к покупке, потому что гарантии нормальной у вас не будет никогда, а девайс у вас будет жалкое подобие левой руки, как в анекдоте. По поводу наушников QCY T3, которые были на обзоре, еще раз возвращусь к этому делу, потому что Qшки я очень люблю. Первый, особенно QCY T1, который у меня
почти 100 тысяч просмотров набрал ролик, что для моего маленького на тот момент супер маленького канала было просто космосом. Эти Т3 гибриды затычек-вкладышей, ну позорище. QSY разочаровали. Я понимаю, что они нормально все равно их продадут, десятки тысяч девайсов, и люди все равно будут хлопать в ладоши и кричать, что король не голый, король в красивом платье, но по факту нет. По факту everybody lies, то есть это ложь. По поводу Redmi Note 7. Я его использую даже для съемки роликов, вне зависимости от того, что именно я вам о нем рассказывал. У него глючит камера, с третьего раза я ее включаю. После этого приходится сильно обрабатывать видео. И где-то 3/4 видеороликов, которые я снимаю на этот девайс, приходится выбрасывать в корзину. То есть лагает он все-таки. Но на данный момент у меня вот это только камера и получается телефона, поэтому я снимаю на него. Дальше. До сих пор не могу определиться, Mi Band 4 или BIP. И все зависит от форм-фактора. Если вам нравится форм-фактор часов, то тогда BIP. Если нравится форм-фактор браслетов, то тогда пятый, вот, да, Mi Band, точнее Mi Band 5, 4, Mi Band 4, это Honor Band 5 уже вышел. Так, Bro, Stratos или GTR? Артем, если вам нужен нагрудный датчик, однозначно Stratos. Если нет, то GTR, почему нет? Можно взять нормальную, малоизвестную вещь, чем брать подделки. Орел, смотря как смотреть. Ну, я согласен с вами. В плане покупки я точно согласен. Что думаешь о Puma Highbird NX для бега? Ничего, Санек, я их не видел, кинь мне в личку в ВК. Стоит ли покупать GTR, если занимаешься спортом? Палладий, вот знаешь, по поводу всех гаджетов для любого вида спорта я могу сказать одно. Вообще ничего не стоит покупать, потому что если ты занимаешься спортом, ты занимаешься спортом. Тебе все эти девайсы, ну, максимум нагрудный датчик за 1500 в Китае. А если у тебя много денег, то тогда покупаешь Polar H7, либо NT+, какой-нибудь нагрудник, и вешаешь его на телефон, пробегаешь, а потом анализируешь, как ты бегал. Потому что если ты спортсмен, то ты можешь контролировать себя сам. Либо тебя может контролировать кто? Правильно, тренер. Автор, а работает микрофон в наушниках Xiaomi Mi Gaming Headset? В каком режиме микро лучше работает при подключении к USB или джек 3.5? Frogs одинаково для меня, то есть я разницы не слышу, потому что я на него не пишу. Вот, я играю только конкретно в PUBG, и все. Huawei Watch 2 умоет их обоих? Нет, Сашка, у него с автономностью печаль, по моему мнению. Вот этих они точно не умоют. Когда мне про Huawei кто-то что-то пишет или говорит, что польза, Huawei рулит. Huawei, если бы рулили, то Xiaomi бы в принципе вместе с Amazfit'ами не существовало. Потому что у Huawei раз больше и лучше мощности в плане рекламы. Два, если вы не заметили, Huawei пиарят все топы. То есть, если вы откроете YouTube и будете смотреть даже обзоры, вот, допустим, на эти часики, посмотрите, в каком ключе они о них рассказывают, что американские, что русские блогеры, больше 500 тысяч подписчиков. Но вот они и называют подобные часы из разряда Amazfit жалкое подобие левой руки. Говорят, что вот Huawei рулит, Samsung рулит, переходите по ссылке. По факту нет, по факту Amazfit работает за счет качества. И не за счет маленьких каналов. То есть вы реально понимаете, что у бипов аналогов нет. У GTR, учитывая автономность, на данный момент тоже нет аналогов. Даже у Стратосов на данный момент, если брать цену в $150, аналогов я не знаю, чтобы можно было и музыку слышать, и повесить на него датчики, и чтобы они жили долго, и плавать в них можно. И это опять же не пиар, вот, к сожалению, у Amazfit'ов хорошая фирма. И пока даже монстры индустрии из разряда Samsung не могут создать, по моему мнению, адекватную конкуренцию, во всяком случае, в той ценовой категории, которую они предлагают. Так, Mi Band 4 рулит для всех, часы умные для красоты, но не для спорта. Может быть. Будет ли стрим по PUBG? Fox, я честно не стримлю по PUBG, потому что я не знаю как. Вот, каюсь. Я вообще не особо разбираюсь вот в этих всех штуках. Я примерно разбираюсь, каким образом можно мучить девайсы, как о них более-менее адекватно написать, что рассказать, и что мне самому интересно как пользователю. А все эти интернет-штуковины для меня, к сожалению, от меня далеки, скажем так. Дальше, что мы еще можем ответить? Давайте, на твоих можно отвечать на звонок или WhatsApp? Нет, вот на этих, по-моему, можно отвечать, но я говорю, опять же, их не дотестил еще. Но
вот в этой штуке есть eSIM. То есть, если бы в России можно было, а Теле2 запретили, Теле2 пытались ввести eSIM, как я помню, им запретил какой-то из органов госвласти, и, соответственно, так бы вот эти часы могли использоваться реально как смарт-вотч во всех смыслах, потому что к ним можно было бы подключить сим-карту, соответственно, с них можно было бы звонить, принимать звонки, общаться, выходить в интернет, ползать в интернете. Ну, также можно это делать через Wi-Fi, но как мобильное устройство они так себе на данный момент. Когда я их по-нормальному протестю для того, чтобы ответить на все ваши вопросы, я обязательно выгружу ролик и, скорее всего, посвящу отдельный стрим этим часам. Почему? Потому что то, что вижу я сейчас, если в них покопаться и более-менее нормально объяснить, ну, вот как из разряда того, что я вам сейчас показываю, что они на английском языке. Но английский это уже не китайский, согласитесь. А показывал бы я китайский вам, ну, было бы печально. В чем отличие между Verge и Verge Lite? Я даже не загонялся этим. Наталья, вот по поводу Amazfit Bip и Amazfit Bip Lite и Amazfit Verge и Verge Lite. Я никогда особо не заморачиваюсь и не беру версии Lite, даже не читаю про них. Почему? Потому что разница в цене минимальная, а, как я подозреваю по функциям, там все время урезано под самое «не балуйся». Опять же, это мое субъективное мнение, поэтому я даже не проверяю его. Привет, можешь сделать обзор на Polar Edge Night? Может быть, напишите мне в ВК. Сори, ты не понял, стоит ли покупать GTR, если не занимаешься спортом? Блади, если тебе форм-фактор нравится, то да. Запомните раз и навсегда, что все эти часы конкретно, фиг с ним, ну, черт с ними, с наушниками, но вот часы это аксессуар в принципе, как очки. То есть это та вещь, без которой вы можете спокойно жить. Но если она вам нравится, вы ее покупаете. Если нет, то нет. Насколько они живучие, я уже сказал. Для меня это, допустим, актуально, потому что я все время в каких-то делах, и я реально забываю, вот даже эти часы я постоянно забываю заряжать. То есть я похожу 5 дней, бах, я смотрю, у меня часы выключены. А они мне по большому счету нужны, потому что на работе телефон не достанешь. А видеть, что тебе звонят хотя бы по той же работе, это довольно важно. Ну, такая дилемма простая. С какими нагрудными пульсомерами сопрягаются? Я уверен, что сопрягаются также с Polar H7 и Polar H10. Почему? Потому что ANT плюс ни у того, ни у другого не заявлено поддержки. Подождите, вот на эти вообще ничего не повесить. Что-то я как-то переключился слишком резко. Вот эти с Polar H7 и H10 работают, это Stratos. А GTR-ки на данный момент, по-моему, ни с чем не работают. Вот такая вот печаль. Даже нет функции, чтобы зайти, как в Стратосах, допустим, заходишь наверх в настройках, и вот здесь есть такая кнопочка подключения. Берешь подключение и подключаешь, что тебе надо. То ли наушники, то ли нагрудный датчик. Вот. Xiaomi Mobvoi TicWatch Pro. Димон, у меня, если честно, дилемма по поводу купить TicWatch или нет, потому что 10 тысяч рублей, ну, жалко за no name. Verge 4 гигабайта, Verge Lite 256 мегабайт. Спасибо большое. Это вы имеете в виду, Санек, что внутри памяти, в которую можно записывать музыку. Verge Lite это типа GTR, только уродский, меньше автономность. Но Verge это вот Verge. Есть Verge Lite, и вот это Verge 2, точнее Nexa по факту. А вообще в программке это называется, по-моему, SmartWatch 2 просто. В Lite нет GPS, но если нет GPS, то это вообще не часы в моем понимании. Так, дальше. В чем отличие между так? Что у нас еще? Вопросов больше нет или есть еще? По поводу, кстати, давайте вернусь, xiaomi-шных каких-то вещей из разряда очков. Вот такие очки, они стоят довольно дорого. У меня на них был обзор. У Xiaomi есть большое количество подобных очков, даже по тому же форм-фактору дешевле и в 2 раза, и в 3. Я смотрел по материалам, у них даже те же самые материалы, поэтому если кому-то хочется купить что-то похожее на Xiaomi, покупайте, не задумываясь, вещи хорошие. На крайний случай, если вам они не подойдут, подарите кому-нибудь, не так и дорого это. Еще раз повторяю, сегодня розыгрышей нет, Сергей. Читайте описание к видео и будете знать, когда они будут.
TicWatch — это стартап с неплохой поддержкой и далеко не ноунейм. Сашка, я понимаю, что далеко не ноунейм, но это из разряда one more. Когда я делал обзор когда мне пишут, сделай обзор на наушники, есть такие one more. Вот я сделал обзор на наушники one more, двухдрайверные, такие крутые, потратил почти 2 суток. Посмотрите, сколько людей посмотрело его. То есть целесообразность мне делать обзор на девайс, на который никто не будет смотреть, но это как минимум глупо, тем более тратить на это 10 тысяч рублей. TicWatch стоит около 9. Вот GTR-ки стоят 9. Я их выгрузил, посмотрело сейчас их 10 тысяч человек. Если я выгружу на TicWatch обзор, то его посмотрит, дай бог, 10 тысяч человек за месяц, а не за день, понимаете? Если, допустим, какие-то девайсы мне интересны до 3000 рублей, я могу их покупать, чтобы, ну, допустим, Т3. Я понятия не имею, кстати, сейчас сколько людей посмотрело, но мне самому были интересны эти наушники. Я их взял, купил. По-моему, не 2000, 1800 я потратил. И расскажу вам об этом. Притом не советую их. Вы заметьте, что я не советую их покупать. Так же, как мне пришли вторые уши QCY, я очень хотел вот эту штуковину, которая на горло вешается, именно от Кьюшек, потому что все-таки это в каком-то смысле дочка Xiaomi, и итого вы узнаете в ролике, но я сразу говорю, что я их не советую. Послушайте, какие у меня будут аргументы, я думаю, вам будет интересно. Но вот для примера, получается, я 3 с лишним тысячи рублей потратил на то, что практически никто не посмотрит, и то, что является плохим девайсом, то есть я даже перепродать не смогу, потому что меня совесть будет мучить, но потом на тестах каких-нибудь смогу, может быть, использовать. Дальше. Очки на большую голову норм? Да, Роман, у меня 60 размер, вот эти черные очки на мою голову норм. Если у вас даже 62, я думаю, будет норм. Покажи, пожалуйста, свой пульсомер. Это не пульсомер, это Stratos. Это Amazfit Stratos тоже. Есть Amazfit Verge, Amazfit Stratos, Amazfit Bip, Amazfit Verge Lite, Amazfit Bip Lite, Amazfit Verge 2, вот эти Nexa, Amazfit GTR, их несколько. И еще есть пару браслетов. Core 2, и еще один, которого у меня не было на канале, но он женский совсем, очень странный. Роман, у меня нет нагрудного пульсомера, еще раз повторяю, я беру у товарищей, чтобы их тестить. То есть, если мне нужен девайс потестить, я беру у товарища пульсомер Polar H7. Polar. Что по поводу NFC на GTR? Еще раз повторяю, NFC есть, пользоваться им все равно нельзя, поэтому что есть он, что его нет. Я тоже хочу Amazfit Titan Samsung 23456. Так, нет NFC, не заменят телефон. Xiaomi дорогой аналог фитнес-браслета, но никак не смарт-часов. Сашка, я не буду диалоги вести по поводу того, что есть смарт-часы, а что есть не смарт-часы. В моем понимании это все смарт-часы. Мы разного, наверное, разного возраста с вами. Вот это смарт-часы, это смарт-часы, это смарт-часы. Чтобы вводиться в полемику какую-то жесткую, идите на 4 ПДА, и люди с высшим образованием техническим, как у меня инженерное высшее образование, одно из двух, смогут вам внятно и без матов, я думаю, объяснить, что все это умные девайсы являются умными часами. Дальше. Samsung Gear S3 Top. Apple. У меня нет ни одного знакомого, кто бы купил Gears от Samsung и потом не пытался их перепродать. Я открою вам ужасно страшную тайну. Возможно, здесь уже есть люди, которые покупают Samsung Gear и юзают его, но это уже, опять же, по лояльной цене и для чего-то там. То есть, как игрушка, она слишком дорогая. Если вы хотите купить Samsung топовый, то вы идете и покупаете Apple Watch, и все. Это, опять же, мое мнение. Роман, ничего страшного. Во-первых, стрим я оставлю. Во-вторых, ничего нового, по большому счету, я не сказал. Я просто больше говорю свое мнение. Вот этот форм-фактор мне очень нравится. Мне они внешне, в первую очередь, нравятся, поэтому, наверное... Ну, я старался, во всяком случае, обзор делать максимально объективным. То, что сюда нельзя повесить ни нагрудник, ни наушники, это конкретно бьет по имиджу данной модели, потому что вот тебе Stratos, и здесь можно вешать и нагрудник, и вешать на них еще и наушники, и закачивать туда музыку, и с музыкой бегать. Но для кого это актуально? Я не бегаю с музыкой. Вот, допустим, и не советую никому бегать с музыкой. Насчет нагрудника я уже говорил, что выше 160 пульс, я, допустим, его чувствую. Я не бегу выше. А пульсомер до 160 на запястье показывает адекватно. Так, дальше. На звонки GTR, еще раз, Василий, посмотрите мой обзор. На GTR можно отклонять вызов и выключать звук звонка. Отвечать нельзя. Так, GTR блокирует. Что там?
Вот хорошо вам можно будет, я думаю, рассмотреть. Что насчет Amazfit Pace? Древние они, как мамонты Amazfit Pace, не покупайте. И я их утопил, и я был очень рад этим часам, но согласитесь, все-таки за эти деньги можно пару тысяч доплатить и купить что-то серьезнее. Так, привет, благодарю за качественный обзор, особенно для спорта. Планируешь делать обзор на Hey Plus 1S и врут ли стратосы по GPS и насколько? Вячеслав, Hey Plus 1S, даже не знаю, что это, скинь мне в ВК, я, наверное, закажу, мне самому стало интересно. А по поводу стратоса по GPS, я даже не знаю, что ответить. У меня есть обзоры на это дело. Примерно они показывают точно, примерно. Все очень сильно зависит от того, как давно вы калибровали компас. Очень зависит от того, все, как вы бегаете, прямо или под углом. И, конечно же, какой-нибудь паркур они считают с очень большой погрешностью. Если вы бежите не по стадиону, а по прямой, то нормально считают. Verge 2 слева. Да, Verge 2 слева, это даже не Verge 2, это Nexa. Nexa часики, которые очень похожи на Verge по размеру, они на миллиметр толще. Вот эта штука меньше царапается, у них одна функциональная кнопка, есть микрофон, есть динамик. И в принципе, ну, просто когда я получил и те, и другие часы, если бы я купил, точнее, ну, купил только Verge, вторые, точнее, Nexa, то тогда бы я, наверное, по-другому о них говорил. Но так как я увидел и те, и другие часы и прикипел сразу к GTR-кам, несмотря на то, что в вашем понимании это и есть умные часы, здесь много всего можно делать, и несмотря на то, что у меня получилось вот эти вот штуковины перевести на английский язык сразу, а это все еще на китайском, мне GTR-ки, в принципе, по функционалу ближе. То есть мне не нужно смотреть фотографии, я не хочу смотреть видео, мне не нужно записывать диктофон, ничего. Мне вот нужно ходить, бегать. Для этого GTR за глаза. Дальше. По мне Hey1 плюс S слишком уродливый. Окей, будет ли сравнение стратосов и GTR? Будут, Светлана, потому что меня об этом просили. GTR AOD завезут, не знаю, что это. Когда можно будет купить Verge 2? Verge 2 уже продаются. Где игрушки от Xiaomi? Я спрашиваю уже 100 раз. Тимофей, игрушки от Xiaomi есть на канале. И их никто не смотрит. И я их заказал. Я просто еще игрушки от Xiaomi. Но я их на данный момент жду, как и вы. Не меньше, чем мой сын, кстати, ждет игрушки от Xiaomi. В Ачаев хватит флудить. Так, флудить, да, не стоит. Какие часы долгожители есть, с которых можно отвечать на звонки и смс? Василий, я вам не скажу. Наверное, это Apple Watch. И это не попытка вас оскорбить. Apple Watch, скорее всего, вот только так. Вопрос, ссылка под обзором на GTR, там глобалка или Китай? Феникс, там GTR-ка глобалка, это official store, в котором я покупал несколько девайсов на Алишке. То есть, если там все раскупят, то ну, я добавлю какой-нибудь магазин, но я буду долго искать, потому что они нормальные вещи посылают. А слышал, что вышли Amazfit Health Watch Bip 2, что с ними? Не знаю, где пока заказать, слышал. Привет, GTR лыжи считает? Да, Тимофей, но не беговые. Беговые ничего из Amazfit'ов не считают. Я не собираюсь тебя хейтить, просто субъективно нужно пояснить. Сам выбираю смарт-часы с минимумом фитнес-лыж. Лыжи и TicWatch и Huawei Watch 2 подходят идеально. Все остальное это фитнес-браслет. Окей, Сашка, пусть каждый останется при своем мнении, тем более при любом диалоге. Если вы спорите, каждый ищет новые аргументы, и смарт переводится как умный. Если можно даже, не знаю, по процессору тогда считать. Или по количеству оперативки умные ли они, или глупые. А когда выйдут GTR Titan? Артем, я сам их жду. Рассматриваю к покупке либо Huawei Watch 2 LTE, либо LG Watch Urban 2 LTE. Ни про те, ни другие, ну, про Huawei читал более-менее. Нет, я не хочу брать на обзоры такие дорогие часы, как эти, по той причине, что если брать дорогие часы, то по мне это Apple Watch. Вот если уж совсем элементарно. Я, скорее всего, их возьму на обзор. А то, что вы перечисляете, Huawei, это вечная агония, мое мнение. А LG-шка это один сплошной косяк. Опять же, мое мнение, субъективно абсолютно. И выкидывать 20 с лишним тысяч рублей, да даже 15, ну это перебор. Вот я потратил 10 на это и 10 на это, и мне не жалко. То есть они у меня лежат, и меня радуют они вот изначально. Я прихожу в магазин, смотрю Samsung и Huawei, и у меня не появляется желание их купить даже за 10 тысяч. Так, отвечать на звонки можно с TicWatch и Huawei Watch 2, отлично.
Так. Ждем i1000. Расул, может быть. Платить каким-нибудь из амосфитов через NFC можно? Нет, Вячеслав. На данном этапе жизненного развития никаким нельзя. Покупать Mi Band 4? Ну, покупай. Если не было девайсов из разряда фитнес-браслетов, Mi Band 4 идеальный вариант, как первый. Что взять, Stratos или GTR? Андрей, если вам нужно слушать музыку с часов, и вас не смущает автономность всего в 5 дней, покупайте Stratos. Если вам нужна автономность, и вам без разницы, будут ли там возможность подключить нагрудный датчик и наушники, и заливать туда музыку, то берите GTR, 24 дня будут жить. Так, дальше. Как ощущается вибра на обоих и как будильник? Слабоватая, по моему мнению, вибра. Будильник вот здесь хороший и громко. Так, что за телефон на обзоре? А это Note 7, я просто показывал, что программа MSFit в Страву выводит автоматически без проблем каких-либо всю информацию с GTR. Как просто там написали в форуме, что нельзя, а я наглядно показал, что можно. Дальше. Напыление через год на них не сотрется, оно может сотрется вообще через месяц, не знаю. У меня сейчас Mi Band 2, бери тогда Mi Band 4. Какие сможешь посоветовать часы до 10 тысяч рублей, которые считают беговые лыжи? Никакие, Тимофей, я таких не тестил. Я могу советовать только то, что тестирую сам. Как вы думаете, цена завышена, ведь это не смарт-часы? Нет, вот на это нет однозначно. 24 дня автономности с самолет-экраном, убейте меня. Ну, я говорю, здесь вообще все просто. MSFit берут в первую очередь форм-фактором, то есть они делают красивые вещи. Мне они нравятся. Я не знаю, может кому-то больше нравятся Huawei или Samsung. Я за них не топлю, мне абсолютно все равно. Единственный раз, когда со мной пытался связаться MSFit, это было в попытке дать им мне Beep Lite, с формулировкой, что я должен говорить о том, чтобы все покупали их в M-видео. На этом наш диалог закончился, и вот я также покупаю девайсы вам и рассказываю о MSFit'ах. И покупать их желательно на Алиэкспрессе. Gearbest долго посылает JD, хотя я на JD покупал и то, и другое. Ну, и то, и другое. Китайские версии, что это, что это. То есть глобалка на тот момент не продавалась нигде, поэтому я покупал на JD китайскую версию. Что за настольные часы? Их я тоже не рекомендую, это вот для красоты. Будет что-то другое, точнее будет что-то другое. Я заказал еще одну игрушку, чтобы не скучно было на стриме вот так сидеть и смотреть. Хотя бы на часах пиарил их рюкзак. Такой отличный рюкзак. Так, что-то как-то у меня подглючивать начало. Все меня видят, все меня слышат, напишите, пожалуйста. Как выгрузить из Mi Fit или MSFit треню в Страву? Я вообще показал. Так. Что да? Зафар глючит, что или нет? Друзья? Владимир, все норм. Значит, у меня просто затормозил комп. Дальше. Что бы я еще хотел рассказать вам? Я бы хотел, наверное, рассказать о том, что мне безумно нравится, каким образом MSFit себя рекламирует. По моему мнению, они не рекламируют себя вообще никак. Что есть беляш? Так, за музыку стрима удалить могут. Ну, значит, удалят. Что делать? Все в этом мире так. Как повезет. Так, все норм. Отлично. Картинка глючит, звук нет. Сейчас глючит картинка. Все, отлично. На GTR можно управлять плеером на смартфоне? Можно, я показывал это в стриме. Что там есть специальная функция. И, соответственно, на нижнюю кнопку можно что-то отдельно вешать, допустим, тоже управление плеером, если оно вам удобно. Вот. Можно управлять и громкость выставлять, и, соответственно, листать, плей-паузу ставить. Дальше. Давно стрим начался. 48 минут идет. Какую версию взять, китайскую или глобальную? Однозначно только глобальную. Притупливает. Ну, к сожалению, Тарас, вот так. Надо купить какую-нибудь камеру, наверное. Черт его знает. Куплю обязательно, когда займусь этим вопросом. Просто стримы, как вы понимаете, это в первую очередь способ какого-то фидбэка. То есть таким образом мы с вами общаемся. А по большому счету я не стример. Да и не блогер, наверное. Нет, наверное, уже все-таки ближе к блогеру. 48 минут поздно. Нормально. Главное, пришел.
В каких из этих часов есть возможность закачивать музыку для бега с наушниками? Вот в этих и в Стратосах. То есть в Verge 2, Nexa и в Стратосах. Так, кстати, как чувствуешь тачскрин на GTR-ке? Мне на GTR-ке нравится тачскрин. Ну вот, допустим, вот он, беру, я уже показывал. Может быть, чуть-чуть он подлагивает, особенно влево-вправо. Но если выходить вот сюда уже в менюшку, вот она работает. В принципе, по мне довольно добротно. Кстати, тем, кому интересно, вот какие писали там функции какие. Давайте, допустим, велосипед включим. Ну, все на китайском. Да, наверное, все-таки нужно будет обзор делать отдельно на функции. Но все, что он показывает на первом экране, можно менять в менюшке. Я уже смотрел как. Дальше, спать в GTR удобно. Samsung, да. Но желательно подобрать ремешок. PUBG запускался на них? На чем? Нет. Где лучше брать, на Алиэкспрессе или в магазине? Всегда лучше в магазине брать. С точки зрения гарантии. Стоимость у той и другой модели около $150, то есть в рублях это 9,5 тысяч, 10. Вот в этом диапазоне. На Алиэкспрессе. Дальше подскажи, ты бы взял ТВС наушники, если вообще не смотреть... Какие я бы взял ТВС наушники, если вообще не смотреть на стоимость? Apple Watch. Ой, не Apple Watch, AirPods вторые и все. Во-первых, мне нравятся вкладыши, в принципе. Во-вторых, надежность. Более надежных я пока не встречал, к сожалению. Дальше. Интересные настройки, но тут китайский. Еще раз, Фредерик, вот здесь глобалка уже на русском, здесь, по-моему, тоже, ну, эти я уже на английский повесил, я уверен, что либо русский уже есть в глобалке, это китайская версия, либо в ближайшие недели появится. Будешь на обзор брать Xiaomi AirDots Pro. Тимофей, у меня есть обзор Xiaomi AirDots Pro. У меня на канале 250 с лишним обзоров, конкретно сейчас уже, наверное, 276. Поэтому посмотрите, там очень много всего, о чем вы не знаете. Так, как думаешь, GTR 42 мм, отличие от 47 мм, более эстетически будет выглядеть на руке? Нет, я не думаю, что они будут более эстетически выглядеть на руке, потому что 42 мм это уж совсем мало, а учитывая автономность в 12 дней, мне кажется, что это перебор с их ценой. Хотя я не знаю, сколько они стоят. Они стоят, если значительно дешевле, там 1007, то тогда есть смысл. Если также 9,5, то нет. 12 суток автономности, но очень мало. Да. Так, их позиционируют как подходящие... Что именно позиционируют как подходящие для альпинизма? Дальше. Посоветуют хорошие наушники для бега, чтобы не выпадали. Спасибо. Tisa i4, либо затычки, либо QCY T1. Посмотрите топ-10 наушников до $20, там любые берите из них. Дальше, Стратосы же есть в двух версиях. Да, 2S Plus это просто-напросто там сапфировое стекло вместо обычного и кожаный ремешок. То есть ничего там особенного нет. Может быть, там железо внутри помощнее, но, если честно, я даже особо не загонялся, потому что фактически там все то же самое, что в обычных Стратосах. Так, 42 мм, да, для маленьких девочек. Почему? Потому что у меня, говорю, еще раз повторяю, что рука очень узкая. И все равно на моей руке 47 мм выглядит нормально. Вот Стратосы. Сейчас одену еще раз GTR-ки, чтобы вы понимали. Дальше. Так, откуда ты могу Huawei Watch 2 после обзора вернешь? Сашка, в ВК напиши, если решишь. Если решишь, то напишешь. А на данном этапе жизненного развития, мне кажется, я столько девайсов заказываю, что... Может быть, Huawei Watch 2... А смысл их тестировать? То есть вы не верите другим блогерам? Я считаю, что Huawei Watch 2 довольно дорогие для их функций. Хотя спасибо за предложение. Если у кого-то еще есть предложение, то буду рад. По тестам. Так, нужно отключить активность, видите? Не выходит никуда, пока не отключишь активность. Отключил. Дальше. На Али указано, что они подходят для альпинизма. А на Али везде будет все указано. Вы имеете в виду GTR-ки? Им же продавать надо. Конечно же, они будут писать, что ко всему подходят. Что можешь сказать про Lemfo Lem X, вообще про марку Lemfo?
Я скажу про марку Лимфо, что это мрачный Китай, который я как бы не тестировал, и его все равно будут смотреть. Меня это очень радует, что чтобы я не купил Лемфа, все равно его смотрят, как бы я его не хаял, его все равно смотрят. И чтобы я не говорил о Лемфа, все равно о них спрашивают. Наверное, я куплю даже Лемфа X. Вот еще раз 47 миллиметров. На очень узкой руке, чтобы вы поняли, что запястье у меня совсем узкое, я возьму дедовским способом, вам это докажу. То есть берем... Меряем запястье. Считайте, что, как и не унизительно для меня это звучит, оно чуть ли не женское. 16 сантиметров. То есть на запястье в 16 сантиметров, а вы можете померить себе, я уверен, что у вас у 95% оно шире. И то выглядит нормально на 47 миллиметров. То есть 42 в принципе. Леша, который с именем странным, я просто тебя благополучно заблокирую и все. То есть за любые шутки либо мат на этом канале блокируются, так же как и за спам. Мне не кажется, что нормально приходить на стрим и портить людям настроение подобными надписями. GTR показывают набор высоты. Я не нашел где. Вот хоть убейте меня. Ну во время бега, конечно же, потому что там есть, да, показывают, 99,9%, что они показывают. Во время режима альпинизм, точнее не альпинизм, а как же там, трекинг. Вот. Они не могут не показывать, потому что даже когда ты бегаешь, они по треку показывают перепад высоты. Дальше, не чуть ли, а меньше, чем у многих женщин. Джой, вот пошли оскорбления. Пошли оскорбления, после которых люди обычно просят сотовый телефон для того, чтобы вскрывать друг другу таблетки, да? Дальше. Алекс, спасибо, что смотрите, и спасибо, что написали, что вам нравятся мои обзоры. Мне очень приятно. Что можно вывести на один экран при беге GTR? Пульс, темп, вообще время. Еще раз, Артур, на GTR-ках, вот здесь конкретно, есть определенная функция. В стратосах я даже, может, не загонялся уже потом. Здесь можно выводить вообще все, что тебе удобно. Ты выбираешь, что конкретно будет на первом экране. Вот, Хай, вот такой вопрос. Какие часы от Xiaomi купить? Я сейчас только зашел. Rex, если это первые твои часы, если тебе нужен GPS, покупай Amazfit Bip. А если тебе GPS не нужен, то не покупай умные часы, покупай просто браслет Mi Band 4 и все. Что можно вывести на экран при беге GT? Так, согласен с тобой, 13 тысяч, думаю, стоит того. Приоритет в замене телефона на пару часов как минимум, чтобы оставаться на связи. Да, так, что лучше купить, GTR или Verge 2? Ну, это принципиально два разных девайса. То есть Verge 2, вот эти Nexa, они являются смарт-вотч, то есть в вашем понимании. Для меня и те, и другие часы – это умные часы. Но в этих часах, если бы вы были в Китае, здесь есть eSIM, и вы можете даже без eSIM зайти через Wi-Fi в интернет. Здесь этого сделать нельзя в GTR-ках. Здесь можно подключать устройство, есть собственная память, есть возможность устанавливать какие-то программы. В этих часах, соответственно, это делать нельзя. Так, Amazfit Verge 2 покажи нам. Крутишь GTR только. Какая разница, какого размера запястья? Большая, смотря как выглядит Арман. Просто на маленьком запястье большие часы выглядят странно. Так, что делать? Бипы погоды не показывают. Тимофей, погоду бипы очень у многих людей не показывают. Там начиная от того, что Роскомнадзор что-то там банит постоянно, и заканчивая глюками Мифита и глюками телефона. Мне, наверное, человек 40 писало по поводу этого за последние 2 недели, если не больше. Так, давайте по поводу Verge покажу, потому что я сам в них толком не ползал. Вот свайпы вверх-вниз. Здесь у нас выключение, фонарик, как я понимаю. Да, фонарик. Вам интересно или нет? Напишите плюсик, если интересно, что в менюшке, потому что при любом раскладе глюки вот у камеры будут довольно сильные. Какой Amazfit? Xiaomi Amazfit, вот эти стратосы. Окей, давайте тогда вместе поползаем в менюшке. Я это каким-то образом покомментирую, потому что я более-менее представляю, что должно быть в часах, а вы более-менее это видите. Вот это эко-режим для того, чтобы меньше тратить энергии. Голубой зуб, это свайп вниз, если... Режим ночи, Airplane Mode, это чтобы ничего он не получал. Здесь режим сети, то есть если бы у нас была сим-карта, мы могли бы его активировать. Здесь режим Wi-Fi, ну здесь подключение по Wi-Fi. Вот.
все это выхожу. Влево это режим просто часов. Посмотрели мы. Так, еще на главном экране не досмотрели. Здесь это оповещения, пока их у меня нету. И черт его знает что. Ну варианты часов. Watch Face, правильно сказать. Позвони на них. Нет, я сейчас не буду этим заниматься, потому что я даже не знаю, как на них на данный момент позвонить. Так, это анализ сна. Теперь посмотрим, что у нас есть из менюшки. Звонки, смски. Вот это я не знаю, что такое. Сейчас посмотрим. Так. Нет, я не хочу сейчас ничего давать девайсу. Это настройки. В настройках Watch Face, режим времени, сеть, рингтоны, Silent, выключение, то есть звука, медиа, App Manager. А неудобное в использовании? Так, дальше. Нет, не оскорбляю, не подумайте. У меня оно 18 сантиметров, это маленькая зависть. Скажите, для туризма подойдут бип или все же предпочтеешь GTR? За стрим спасибо. Джой, да я шутил. Нет, дело в том, что для туризма я вообще советую что-нибудь серьезное покупать. Можно бипы купить, если у вас денег мало, лучше не загоняться на GTR, у них автономность за ГГ и GPS есть. А для отображения погоды без ошибок на бип ставьте Notify and Fitness. Только такой способ стал для меня надежным. Спасибо, Стив, я думаю, многим поможет. Так, как Card Package, это если бы вы жили в Китае, то есть вот здесь в Card Package вы можете закидывать карточки оплаты. Компас, не буду, Heart Rate. Это определение пульса, музыка, у нас пока нет ничего там, смски. Так, давайте лучше не через App Manager, а так. Это активность, сейчас посмотрим, какая у нас активность, ладно. Все нормально. Так, бег, ходьба, велик, бег на беговой дорожке, бег на велосипеде в таком тренажере. Да. Терпим. Так, эллипсоид, заползание в гору, трейл, бег по лесам, футбол и прыжки на скакалке. Такая нормальная штуковина. Здесь аналитика у нас. Сколько вы шагов прошли, я думаю, еще много всякой штуки из разряда количества калорий и пульса. Так, здесь сон, аналитика сна, ее на данный момент нет. Здесь у нас проверка пульса. Сейчас посмотрим, посчитает он что-нибудь так или нет. Дальше. Что с обоими разными для этих часов? Они полноценно работают, все датчики на заставках стрелочных часов? Думаю, да. Они удобные в использовании? Какие именно, Армен, удобные? Вы про что? Вот он мне насчитал на пальце пульс 91. Но это я потом протестю по-нормальному. Музыка. Я очень надеюсь, что здесь есть какие-нибудь... Please connect the USB. Ага, видите, музыки нет. Он просит, чтобы мы подключили его и закинули музыку на них. Мы, кстати, можем это сделать во время стрима сейчас. В принципе, время есть. Пару минут это займет. И сможем оценить. Так, здесь у нас календарь. Опа. Здесь у нас погода, мне заходить не буду. Здесь секундомер. Секундомер как на стратосах, даже такого же вида. Здесь у нас будильник. Будильники можно, мне кажется, с него выставлять. Да, можно с него выставлять. Даже, кстати, на GTR-ах. Вот на этих можно будильник прямо с них выставлять. Здесь какая-то штуковина, она у меня разрешение просила. Это карты. И как я читал, что карты здесь работают более чем отлично. Давайте все разрешения дадим. Ну-ка. Прогружается. Подождем чуть-чуть. Alipay тоже есть, да, но платить пока с ними нельзя. 200 метров. Дальше. GTR есть плеер? Нету. Есть только возможность на GTR-ках управлять плеером, который у вас на телефоне. Дальше. Дальше. Что есть из часов с рабочим экраном? Короче, я думаю, постепенно загрузится карта, потому что большинство загружалось, у кого я не смотрел. Таймер можно выставить. Вот это Alipay. Через программку, как вы видите.
Дальше менеджеров файлов, наверное. Да? Нет, это карточки. Это как раз оплата банковскими картами, если у вас, если вы в Китае, я так понимаю. Угу, компас. Не думаю, что в помещении он будет активирован, но я сейчас попробую. Так, Морган, не знаю, сам хотел посмотреть, какая автономность у Verge 2. 2,5 дня. Все максимально печально. Так, в общем, не знаю, что там. Потом. И вот эти вот штуковины, это, по-моему, звонки, да. Это осуществление звонков. Он предлагает английский. Стоп. Там была возможность выставить язык. И даже русский тоже есть, кстати. Нет, это французский я выставил. Вот, русский. Пытается что-то спросить, ну ладно, черт с ним. Все примерно вы менюшку увидели. Во всяком случае, сюда можно устанавливать APK-шные файлы, и, соответственно, вы можете делать там, что хотите. Также, как помните, я показывал, каким образом устанавливать программы на Verge, первое. У меня есть видео с установкой программ, поэтому все, что здесь установлено, по большому счету, можно менять. Дальше. Какая автономность? Да, очень толстый, как первый Verge, на 1 мм даже толще. А что есть из часов с работающим NFC, Google Play, Samsung Pay, желательно самое бюджетное? Вроде бы Lemfa X, если честно, но за надежность я вам не скажу ничего, к сожалению. Компас Армен нет, не лажа. Вот у них компас работает. Я проверял, кстати. Но во всяком случае на Стратосах я проверял компас. GTR-ки примерно так же показывают. Так. Amazfit GTR обои в виде часов полностью функционируют? Ну да. Почему 720p? Rex, я вообще понятия не имею, каким образом здесь что устанавливать. Я просто зашел в телефоне на, получается, в программу YouTube и включил стрим, и все. Дальше. Спасибо за обзор на кроссы. Заказал Midge Antelope. Надеюсь, не разочарует в повседневном использовании. Сезам уверен, что не разочарует. Сколько дней в работе GTR? GTR вы имеете в виду? GTR у меня вообще всего 2 сутки, но я их полностью не заряжал, я их, можно сказать, из коробки достал и все. К началу учебного года можешь делать видео про часы для списывания. Вот это часы для списывания, пожалуйста. Может быть, так и назвать обзор, что хотите бюджетное списывание от Amazfit, покупайте Nexus. Да? Так, а какие... Так. А какие часы подскажешь с работающим NFC для оплаты от надежных брендов? Apple Watch. Что делать с погодой на бипах? Не показывают на неделю, ничего не показывают. Просто черный интерфейс, просто написано там ливень, солнечный и так далее. Любой, только что же написали в чате, что просто Notify and Fitness программу используйте и будет вам радость. По твоему мнению, какие лучшие часы по цене-качество? Раз Stratos, 2 GTR, 3 бипы и 4 Apple Watch любые. Так, автор, какая приблизительная цена на Verge 2? $150 также, даже дешевле. В рублях чуть-чуть дешевле 9000 можно найти. Виталик, спасибо за толковые обзоры и видосы. Спасибо, Виталик, что смотрите, иначе бы я не делал их, если бы их не смотрели, правильно? Во всяком случае, в таких количествах это точно. Стой, какие часы для списывания? Вот эти. Вот в этих часах можно списывать. Здесь и фильмы смотреть можно, вот в этих часах. Так же, как в первых Verge'ах. Huawei Watch 2 с NFC. Да, вы меня, чувствую, сломаете, я все-таки куплю Huawei. Но в тот момент, когда я куплю Huawei еще и с NFC и начну их тестить, а потом, если вдруг они мне не понравятся, не обессудьте, что меня чуть ли не заблочат канал. Потому что я еще почему не очень люблю эти все бренды из разряда Huawei либо Samsung. Если ты начнешь их нормально хаять, тебя просто страйками закидают и все. Вот такой вот у меня психоделический страх. Возможно... Невозможно, когда я буду 100-тысячным каналом, мне будет наплевать. А пока я сотки не добился, очень легко быть заблокированным. Тьюб начинает защищать канал от 100 тысяч. А до 100 тысяч ему, в принципе, чихать на нас. Так, на Gearbest можно купить? Можно, Армен. Я не покупаю ничего на Gearbest, потому что у них очень длительная доставка, просто безумно длинная. Ненавижу. И у них очень сложно возвращать деньги. Каждый раз, когда я сталкивался, Армен, вместе с возвратом денег на... Gearbest это была какая-то печаль. С Алиэкспрессом все намного проще, конкретно у меня. Huawei Watch, так,
Galaxy Active, может быть, есть и есть NFC, Санек, я не видел. GTR считают приседания? Не знаю, думаю, нет. На Гербесте можно купить? Так, привет, у меня такой вопрос. Я из Беларуси, у нас лимит $22. Не подскажешь, как это обойти? Очень легко, Ченс, но только если у вас таможня не как в Прибалтике, потому что в Прибалтике даже посылки вскрывают. Вы просто договариваетесь с продавцом, сначала ему пишете и спрашиваете, сможет ли оформить он посылку как гифт, и желательно от физлица, то есть чтобы он сам ее отправил, а не от фирмы. Если это будет подарок там такому-то Васе, ну, во всяком случае, основания, чтобы у вас деньги брали за это, не будет. Но если он напишет, что цена $20, они посмотрят по прейскуранту, что эта штука стоит $100, а вам все равно сдерут деньги. То есть, как подарок пусть отправляют. GTR сколько дней работают? Говорят, 74 дня. Да нет, конечно, киноя. 24 дня работают GTR-ки. Вот они. Давайте я сниму все-таки их. Apple Watch для оплаты мне не подойдут, ибо Android, так что может что-то еще. Ну вот вам советуют Huawei. Либо Huawei, либо Samsung. В принципе, больше альтернатив-то и нет, потому что Lemfa это, мне кажется, последняя стадия мрака. Хотя, конечно же, если я потестю Lemfa 2, я прям верю, что там за 10 тысяч рублей весь этот суперкосмос, который не глючит. Ну, может быть, но пока все, что мне попадалось таких китайских ноунеймов, ничего хорошего в них нет. Опять же, это как мне. Долго шли? Мне шли очень долго, я заказывал с JD. Если заказывать с Алиэкспресса, где-то недели 3, я уверен, что дойдут. Эдуард Суровый, спасибо за обзор, ты молодец. Эдуард, спасибо, что смотрите. Да, дальше. Polar хорошие часы для тренировок. Кирилл, да, именно для тренировок это великолепные часы, так же, как и Suunto, так же, как и Garmin. Но Garmin в последнее время по отзывам не очень. Я бы советовал больше Polar либо Suunto. Советуешь Stratos или лучше Verge? Stratos, Анна. Stratos. Verge точно не лучше, потому что там вот всегда какие-то проблемы. Хотя, если просто бегать. Self, я вот просто, ты написал что-то, бабам, и что? Заблокирую тебя и все. То есть любые оскорбления, вот Self оскорбил, мат, еще что-нибудь, просто не будете смотреть канал. По поводу канала, здесь нет мата, еще раз напоминаю, и здесь около уже 1000 заблокированных пользователей. Все очень просто. Вы не хотите, вы не смотрите. А если вы хотите, то я стараюсь ответить на все ваши вопросы на основании своего опыта работы с девайсами, либо какого-то рабочего опыта, потому что, да, у меня есть образование, 2 образования высших, одно техническое. Оно, конечно же, не супер фееричное, но ввиду того, что первый свой компьютер я собрал в 6 лет, у меня есть какое-то ощущение техники, именно ощущение. Не скажу, что я в ней дико разбираюсь, но я понимаю, что она должна быть дешевая, я понимаю, что она должна быть качественная, я понимаю, что она должна вас радовать, потому что вот с этими вот штуковинами, будь то наушники, очки, игрушки, часы, мы живем с ними так же, как с телефонами. Мы живем с ними с утра до вечера. Мы раньше жили, да, не знаю, с ложкой и вилкой и телевизором, а сейчас мы живем вот с ними, в них, можно сказать, мы живем. И поэтому относиться к ним нужно, наверное, все-таки более-менее, мало того, что бережно, но и с интересом. То есть, чем интереснее у вас будет девайс, тем больше он будет вас радовать. Чем лучше он для вас будет сегодня, тем дольше он вас будет радовать. Я хожу со стратосами год, и я рад. Можно сказать, что я в плену вещей, это ближе к философии, но я в плену вещей. Мне нравятся стратосы, они у меня все поцарапанные, заляпанные, убитые. Но они работают, они не глючат. Они мне внешне нравятся, нравились и будут нравиться. И, может быть, я перейду на GTR-ки, они мне не меньше нравятся. Но вот таким образом и надо выбирать девайс. Вы сначала спрашиваете про качество, потом примерно представляете, сколько вы готовы на него потратить, потом примерно представляете, сколько вы будете его юзать, и потом покупаете и радуетесь ему. Вот, если кратко. Так. Не совсем увидел, зачем что. Скузя. Так, можно сделать карту браслет. Не знаю. Подскажи, как на Xiaomi Verge можно смотреть фильмы или списывать. Там все очень просто. На Verge первые устанавливаются программки. Посмотрите, как у меня есть обзор на это. А на Stratos вы клеили защитную пленку? Нет, Игорь, и они у меня все в хлам поцарапанные. Дальше. Датчики на стрелочных часах Amazfit GTR действуют... Что и с другими обоями? Да, я могу полазить, сейчас поползаю, сейчас поотвечаю. Дальше. Почему нет мата? Благодаря пару легче передать легче передать эмоции, сделать речь более яркую. Да, Рекс, я абсолютно с тобой согласен, но не в сети. В сети у нас есть дети. Это раз. 2, есть дамы. 3, есть люди, которые в принципе не ругаются матом. И в моей жизни, я думаю, как и в вашей, мата хватает и в реальности.
Какие образования, если не секрет? Инженерное одно, я не буду говорить какое, радиоэлектронных средств, кратко. А второе – это ГИМУ, государственное и муниципальное управление. Verge или GTR? Для меня однозначно GTR, но если вам нужны смарт-вотчи, чтобы в них поползать, однозначно Verge и повыделываться. GTR работают 24 дня. Нет, неправда кино, еще раз. 24 дня работают GTR-ки, в режиме активного использования работают 12-13 дней. Ремешок на Verge 2 стандартный, да, 22 миллиметра. И на Verge, и на Stratos. А, кстати, нет, там, по-моему, крепление какое-то другое. А нет, такое же крепление даже. Сейчас проверю. Почему не рекомендуешь бегать с наушниками? Ленар, у меня есть по поводу этого обзора, потому что вы просто ритм сердечный сбиваете и все. По внешне, нет, тут видите, хитро. На Verge втором, точнее на Nexo, вот такое вот мини-крепление внутри. То есть, с одной стороны, ремешок сам 22 миллиметра, но крепление у него получается, наверное, на 18. Вот. Я слышала насчет программы для погоды, употребляя Amazfit Bip. Да, Диана, посоветовали на Notify and Fitness, там не глючит. Я и так советую эту программу периодически, просто она для полных функций платная. Дальше. Можно на GTR загружать сторонние приложения? Нет, на данный момент нет, нельзя, Данила. И не думаю, что можно будет. Так же, как на Stratos. По мне, бипы лучше GTR. А по-моему, на Stratos, кстати, можно. Бипы лучше GTR, ну, the time. На то, сколько людей, столько и мнений. Вполне возможно, они лучше для кого-то. Окей, understand. Так, сколько стоят наушники QCY? Вот эти 1800, у меня есть на них обзор. Еще раз повторяю, что можете посмотреть его, но кратко я их не рекомендую. Хотя здесь очень хороший микрофон для этой стоимости. Для 1800 рублей очень, по моему мнению, хороший микрофон. А динамики, ну нет. Мне кажется, QCY T1 можно купить спокойно за эти же деньги, за 900 рублей и забыть. Дальше. Каким образом Verge называются? Сейчас посмотрю и лайк туда сразу поставлю. Verge также и называются Verge. Amazfit Verge. Часы GTR работают через телефон с онлайн-навигаторами. Понятия не имею, пара. Я даже не знаю, как это делается. Я даже не понимаю, как физически это возможно. Если не спорт-часы, а полазить, как ты говоришь, лучше Verge тогда? Да. Если не спорт-часы, а полазить, лучше Verge. Но если вам внешне больше нравится... Что вам внешне больше нравится, то и покупайте, потому что стоят они одинаково. Но именно поползать вот из разряда «вы гик», ну, либо гик, это не, наверное, это призвание. Вот я в каком-то смысле тоже, наверное, гик. Мне ползать в них интересно. То есть я сегодня взрывал себе, наверное, часа 2,5 мозг, как перевести их на английский язык с китайского. Понятно, минимальной кровью. В итоге нужно было просто открыть 4 ПДА, нормально прочитать, нормально перейти по ссылке, нормально почитать на английском языке инструкцию, чуть-чуть аккуратно с ними поработать, и через, там, образно говоря, 30 действий оно у меня уже на английском языке, но это интересно. То есть, если вы гик, покупайте эти часы, а не эти. Однозначно. Как они по целостности? Долго носить можно, не сломаются? Не. Если стратосы не сломались, они, я уверен, что менее живучие, то точно не сломаются. Вот эти вообще, говорю, не только на русских, не только у русских ютуберов, но и у китайцев, и в Индонезии, по-моему, есть ролики. Чуваки тестировали, не царапаются они даже. Я уверен, что у меня они поцарапаются, когда я их буду тестировать, потому что вы знаете, что я обычно делаю с девайсами. Но пока я не планирую их убивать. Дальше. Плюс у кого работал Google Ассистент. Так, взять что лучше? А как насчет вторых QCY? Стоит ли брать? Игорь, я их не тестировал. Буду тестировать, скажу. QCY T1 или MIFO O5? D-Shin мне не понравилось MIFO O5. Не очень понравилось, скажем так. Хотя они удобные. Но они неплохие, если обычные. Только не арматурную версию. У MIFO O5 у обычных лучше басы. Павел, привет. GTR на рашку не перевести. GTR на рашку пока не перевести. Думаю, надеюсь, что можно будет. Либо я пока не нашел как. Если кто знает, как перевести GTR на рашку, пишите мне, буду очень благодарен. Всем пока, счастливо. Владимир, счастливо, было приятно пообщаться. Мне не отвечают. Я тебе уже раз 300 отвечал. GTR не работают 74 дня. Тебе 4-й раз отвечаю, потом я буду считать это спамом и тебя заблочу, потому что это издевательство. Здесь 170 человек сидит, и я отвечаю тебе 4-й раз на один и тот же вопрос. Так, что взять, если хочешь именно смарт-часы, а не для тренировок? Что порекомендуешь? Если нет на Apple Watch, то, наверное, Verge вторые. Больше на данный момент ни в чем химичить. Вот из разряда Amazfit'ов лучше всего похимичить именно в них. Дальше. Да все норм.
А что можете сказать по поводу Xiaomi AirDots? У меня есть обзоры на них. Все, что я мог сказать, там 4 обзора. Вы можете посмотреть на них. Verge 2 на Али через поиск не получается найти. Можете другое название. Verge 2 нету. У меня на Verge 2 еще нет обзора. У меня только на GTR есть. Останавливать в смысле кнопкой, а не сенсором. Кнопкой, Тимур. Вот на GTR секундомер останавливается кнопкой, если вы про это спрашиваете. Никики. Если не юзать, не подключать, то отработают 74 дня. Никики не уверен, что они отработают 74 дня, если их не юзать. Думаю, максимум дней 68. Но я не думаю, что есть смысл мне их тестировать так. Дальше. Я, видимо, пропустил этот момент. Все бывает, так сказать. Купил, как только появились Moto 360 Sport, вот до сих пор не вижу ни одних часов, независимо от производителя, которым готов заменить свои мото. Значит, у вас тот девайс, который у вас должен быть, вот и все. И это хорошо, что вы нашли свой девайс. Тарас, или привет, или пока, я не совсем знаю, что этот жест значит, но, в общем, будем считать привет. Данил, пожалуйста, за рекомендации. Не нахожу в продаже Ali Verge 2. Evil Deal, он есть. Выгружу обзор завтра, послезавтра на Verge. Посмотрите где-нибудь. Либо напишите мне в ВК, я вам скину ссылку, я найду. Так, брать Xiaomi-шные часы или самсунговские, они тоже за 14 есть. Xiaomi-шные часы не 14 стоят, они стоят 9. А насчет самсунговских, Choose Your Future, посидите, посмотрите обзоры, почитайте характеристики и покупайте, что вам понравится. Спрашиваю про стратосы, возможно, кнопкой останавливать время. Конечно, можно. Evil Deal, окей. Алекс, действительно на Али невозможно найти Verge 2. Алекс, может быть, я знаю, где найди, на JD есть. Стоп, Verge 2 на JD на данный момент только в китайской версии, поэтому не стоит. Привет, с другой стороны, на английский-то можно ее перевести, поэтому ничего сложного. Привет, канал ТОП. Спасибо, Тарас, что вы так считаете. У меня топ-подписчики, поэтому топ-канал. Видите, как у нас все душевненько. Обычно бывает под пару дурачков за один стрим, но у нас на данный момент пока только один, так что есть еще время для второго. Так, счастливо, Тарас. Артем, цена стратосов, по-моему, 1009, может даже за 8 можно купить. Прошлым летом я покупал их за 12, их когда только выгрузили в продажу, они стоили 9, я подумал, я подожду и куплю их за 8, потом цена стала 10, потом 11, и в итоге летом, через 2 месяца после того, как их анонсировали, я покупал их уже за 12 тысяч, вот такая печаль. Но хожу и ношу с удовольствием. Ты сейчас подключаешь к кому? На Redmi Note 7? Я не помню. У меня на Redmi Note 7 висит, по-моему, Verge 2. Вот это дело на P20 Pro висит. Какие лучше, Amazfit Verge 2 или Amazfit GTR? Они разные, в принципе. То есть это умные часы, по мнению большинства блогеров. Это просто умные часы, по моему мнению. Здесь ничего лишнего, только активность и оповещение. Ни микрофона, ни динамика, ни возможности звонить, ни Wi-Fi, ни возможности подключить наушники, либо возможности подключить нагрудный датчик, ни возможности установить плеер. Допустим, здесь можно даже плеер установить и смотреть фильмы. Вот. Но автономность здесь 2,5 дня, здесь 24. Для меня это актуально. Xiaomi Suka S3 бритва. Еще пользуешься? Можно отзыв спустя время? Ченс, у меня есть топ-10 товаров Xiaomi, и там я рассказал про то, что да, все еще пользуюсь этой зубной щеткой. У супруги эта зубная щетка навернулась через год с копейками, но только потому, что я ее неправильно почистил, и в итоге туда попала вода под кнопку. В итоге, я советую Xiaomi-шные щетки. Xiaomi-шные щетки это топ, зубные. И для детей, и для взрослых. Дальше. Польза, скажи коротко еще раз, пожалуйста. Я не сначала смотрел в 2 словах. Что брать из данных моделей часов? Еще раз повторяю, что вот это для гиков, это либо для спортсменов, либо для взрослых дядек, которым неохота ни в чем разбираться, им нужны только оповещения. А-ля, как вы любите говорить, фитнес-браслет, только в красивой оболочке и за космос-цену. Но 24 дня автономности, я считаю, рулит и AMOLED-дисплей. Дальше. У меня Casio G-Shock 110. Там есть время, будильник, таймер и календарь. Все остальное есть в телефоне. Мужской подход. Я не знаю, где у меня они лежат. У меня тоже есть Casio. И в них я ходил, наверное, года 2.
А потом купил себе какие-то крутые часы, их разбил через полгода. Потому что там было написано, что их не разбить, я их разбил. По-моему, тоже одна из разновидностей Casio. До скольки, по-твоему, упадет цена на GTR? А Александра, я думаю, на GTR она поднимется где-то на процентов 10-15 через какое-то время. Кэшбэком пользуешься? Да, Армен, у меня под описанием к видео есть кэшбэк. Я не буду его называть по той причине, что вы можете пользоваться любым кэшбэком. Я этот кэшбэк не пиарю, я просто сам его юзаю. Карточкой я пользуюсь тоже с кэшбэком, тоже не буду, но ее я точно называть не буду, потому что, ну, это как минимум неправильно, потому что каждый выбирает для себя, какая ему карточка удобнее. То есть я с Алиэкспресса имею в виду, имею так кэшбэк и так кэшбэк, вот два вида кэшбэков. Так, на Verge 2 NFC с Google Pay работает? Нет, нет, нет и еще раз нет, к сожалению. Человек про бритву спрашивал, а не про щетку. Арт Скузи. Спасибо, бритва работает еще. Будешь переходить на GTR? Да, наверное, скорее всего. Дальше. Nation, видишь, подогнал сразу. Как это называется? Реферальная ссылка еще появится, Nation, если у меня на канале, то мы с тобой распрощаемся. Это не место для спама, правда? Дальше. Спасибо, красавчик, удачи тебе. Спасибо тебе, Артем. Бритва, а не щетка. Я уже понял. Привет. А Стратос для триатлона или лучше не пробовать? Спасибо. Почему? Стратос для триатлона норм. Грибки считает. Нагрудный датчик повесить можно. Чего еще вам надо? Можно Verge для спорта, и в них можно музыку закачивать, и там экран не так, как у бипов, имею в виду, чем больше света, тем он ярче. Мне первые Verge не понравились, так же, как вторые не особо понравились. Если честно, для спорта вот это вот дело, учитывая его габариты, ну, это перебор. Хотя каждому свое. Сколько стоит примерно, или лучше через Алик заказать GTR? Не знаю сколько. По-моему, сейчас нет нигде в продаже. Хотя, может, уже и есть. Verge 2 есть ЭКГ, а в GTR нету. Алекс, пока Verge 2 нет ЭКГ. Они обещают только. И, по-моему, ну, на данный момент я не видел, чтобы у кого-то оно работало. Конечно же, будет когда-нибудь. Stratos или Verge 2? Принципиально разные девайсы, Данил. Если спортом занимаешься, однозначно Stratos. И будем называть не Verge 2, а Nexa, да? Когда бегали со стратосами, делали интервальную тренировку? Если да, то как себя показали часы? Тимур делал, на отлюбись показали себя часы. Бесполезный девайс в плане того, что он не успевает переключаться. То есть и по пульсу он не успевает перепады вот эти подсчитывать, и скорость он не успевает. Вот так. То есть равным темпом еще бежать более-менее, а так нет. ЭКГ полная чушь, фейк. Я тоже так думаю, косяков, но пока я сам не тестировал. А MSFIT я люблю и уважаю, я не буду говорить, что это хлам. Так, норм у нас светская беседа, я же не один чай пью. К сожалению, я не пью, я вот сейчас воду попью. Apple это не стрим рекламы MSFIT, потому что на данный момент мне просто пришли одни часы MSFIT и вторые часы MSFIT. Если вы заметили, то когда Apple у меня спрашивают, какие умные часы купить, я говорю, какие? Правильно, Apple Watch. Но если у вас есть 10 тысяч рублей, и вы заинтересованы MSFIT-ами, я как раз могу вам рассказать вот об этих MSFIT-ах, либо о своих стратосах, и все. Поэтому я не назову себя рекламщиком MSFIT вообще никак. Потому что вот эти, допустим, я вообще никак не советую. Честно, респект в YouTube техноблогеров с постоянными стримами на пальцах пересчитать. Армен, мне кажется, это самое интересное, что есть вот в моем увлечении из разряда того, что поговорить с вами. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, из песни слов не вырезать вообще никак, и даже если этот стрим удалю, потом можно пересматривать и что-то там найти, но что я думаю, то и говорю. Мне, наверное, просто поэтому. Кино, и тебе спасибо, и тебе удачи. Дмитрий Барила, Stratos или GTR для вело и бега? Дмитрий, если тебе не нужен нагрудный датчик, то GTR, если нужен, то Stratos. Я говорю, в Стратосе мне не нравится автономность. Конечно, 5 суток они меня поддостали слегка. Вот. Я пил 5 минут назад, Армен. Круто тебе. Я тоже сейчас закончу стрим и пойду попью. Где ты сейчас находишься? Дома в Архангельской области. Санек, когда стрим кончится? Думаю, скоро уже. Потому что все вы устали, я думаю. Привет моей девушке Лесе, люблю ее. Да, Сергей, хорошо, привет твоей девушке Лесе, хорошо, что ты ее любишь.
Я не помню, что у меня еще на этой неделе было на обзорах. Их было так много, что я уже не помню. По поводу того, почему я делаю обзоры на часы. Не на часы, а на наушники. Ну, потому что у меня ВКонтакте, кто пишет, что купить, я это и покупаю. Купить 10 пар часов – это 100 тысяч рублей. Ну, не 10 пар, а 10 часов. 10 пар наушников – это 30 тысяч рублей. То есть бюджет у меня в среднем, наверное, до 60 в месяц. Больше 60 – это уже какой-то жесткий перебор, меня жена из дома выгонит, если я буду тратить на тьюб больше 60. Поэтому вот такой вот баланс, что там в месяц у меня 2 часов по десятке, допустим, а остальное это либо наушники, либо там то, что я при любом раскладе буду покупать, те же очки. Вот, как бы так. Мое сообщение пропустил, отписался. Жаль, Олег, я не увидел твое сообщение. Но если ты отписался, значит отписался. Соляви. Почаще устраивай такие стримы. Мне норм, я еженедельно устраиваю такие стримы по воскресеньям. Что лучше, Meizu Pop или Wavefun Xpods 3? У Meizu Pop 2 просто фееричная автономность, но недостаточно громкий звук. У Wavefun Xpods 3 очень сомнительный бренд, хотя я уже сделал на него стрим, я до такой степени много, точнее обзор, мне очень много людей скидывали эти OEM-ки, что другие бренды продают такие же наушники, и это напрягает. Я не знаю, я бы, если есть деньги, я бы купил Pop 2. Рискнул бы. Михаил, тебе тоже привет. Apple Watch 3 юзал, не понравилось в них бегать. Дистанцию считает неправильно и пульс не считает. Стратосы с нагрудным пульсомером использовали? Да. Нагрудный от Polar подойдет. Тимур, точно подойдет Polar H7 и Polar H10. Расходы на YouTube покрывает сам YouTube или ты с ЗП тратишь? Газила последние 2 месяца покрывает. Но у меня был взрыв, если ты не заметил, по поводу просмотров. Я думаю, сейчас опять покрывать не будет, особенно после этих часиков. Так, привет, заказал GTR с Али. Продавец сказал, что глобальная версия, но я что-то сомневаюсь. Почему? Если он вам прислал, не пошлет глобальную версию, Алексей, вы по моей ссылке брали? Да без разницы, по моей или нет. Вы просто показываете потом Алиэкспрессу, что это не глобалка, он вам половину стоимости вернет, вот как пить дать. Переписку главное, да он не удалит. Какие-то ВС наушники посоветуешь? Подождите 5 секунд. Какие-то наушники, как относятся к FlyPods 2? Хорошо, хотя у меня не умерли FlyPods 2 через 2 недели использования. Привет, у тебя есть обзор на Verge 2? Пока нету, к сожалению. Вот вы можете стрим посмотреть начало. Там я подробно, насколько подробно мог, настолько рассказал. Verge 2 нет на Алиэкспрессе, есть у Verge 2 на JD точно, деда. Но значит глобалки нет, они глобалку пока, может, не стоят. GDR-то будете потом разыгрывать? Нет, Андрей, не буду, это слишком дорого для меня. H7 и H10, да, косяков. Go 150 лайков, я бы был рад. Вас тут 167 человек, если кто-то поставит еще лайк, будет приятно. Так, у тебя есть обзор на Mi Band 4? Мне норм, у меня около 7 обзоров на Mi Band 4 вместе со сравнениями и с установкой циферблатов. Сколько первая версия Verge будет еще актуальна? Михаил, для меня нисколько, у меня супруга в них ходит, ей они внешне нравятся. ТЧК. Получил такие же очки, но черепаховые. На мужское лицо нормы мне вообще очень понравилось. Теперь одни из моих любимых. За 30 УЕ, как и писал ранее, всем советую. Арт, еще раз повторяю, что в коричневом виде, да, есть за 30 долларов. А в черном нету, я не нашел. Инал, скажи, что брать для того, чтобы музыку можно было закачивать, чтобы можно было потом плавать, и они не умрут. Как с бипами. Или спорт норм был, и чтоб красивый экран. Стратосы. Бери Стратосы тогда и все. Рамиль, привет. Армен, привет. Саша, привет. Газила. Да, топ кроссовок было хорошее видео. Да, и топ-10 Xiaomi вообще нормально пошло. Привет, на холоде нормально себя ведут? Не было таких тестов. Константин, нет. На данный момент у меня в регионе плюс 8, поэтому я не могу на морозе проверить их. Будет розыгрыш сегодня, напомните условия. Михаил, читайте описание к видео, розыгрыша сегодня не будет. Так. Подкопи, возьми Polar, не бери ноунейм Китай. Да. Лучше Mi Band 4 или Honor Band 5? Я еще, думаю, Mi Band 4. Ссылку можно на Amazfit Verge 2? Фокс, скинешь мне этот вопрос в ВК или Facebook, я тебе отвечу.
i200 ТВ сколько держит заряд? Не кидаем ссылки сюда, либо в личку друг другу пишите, либо мне потом, либо в описании я всем отвечу на подобные вопросы. i200 ТВ держит заряд всего 1,5 часа. Еще раз повторяю, что не советую их покупать, если кто из моего обзора не понял, потому что 1,5 часа автономности за даже 3000, если вы на Алиэкспрессе вдруг купите именно такие же, там, с надписью этой, которую можно потом перепродать, как будто вы подлый человек, а продаете оригинал, а не фейк. Все равно 1,5 часа это мало. Очки для ПК есть смысл брать, если работаешь за ПК? Да. Я сейчас, мне кажется, каждый стрим показываю, но они у меня, по-моему, в кухне. Потом принесу. Или не принесу. В общем, я очки Xiaomi все еще использую для компьютера, учитывая, что, как вы видите, я роликов пилю много, и глаза у меня болят, дай боже, они мне помогают очень сильно. Илья, привет. В MS Fit Verge Lite есть все функции из Mi Band 3 больше или нету? Да, есть все функции, даже больше, чем в Mi Band 3. Лупанул лайкос. Спасибо большое всем, кто поставил лайк. Pace, чем хуже Стратоса в Pace? Инал. Однозначно тем, что он боится воды и не считает грибки. Вот таким образом я их утопил, первые свои Pace, потому что я забыл, что в них плавать нельзя, а я в них пошел плавать. Первый раз в бассейне они у меня не утонули и не умерли, а второй раз умерли окончательно. Кактусе там наушники пользуешься, привет. Ничего не понял. И сколько Стратусы стоит, и какую брать, китайскую или Global? Однозначно Global, а не знаю, наверное, за 1008 можно сейчас найти. Армен, очки прозрачные? Да. Для компьютера прозрачные. У меня есть обзор на канале. На часах GTR можно подключить до беспроводных наушников? Нет, нельзя. Микс, по возможности по-русски пишите, я не понимаю, если честно. Ну, часть по смыслу сейчас понял, но я не умею на украинском читать. Извиняюсь, если уже спрашивали, какие часы сам юзаешь и какие порекомендовал бы из круглых. Сам юзаю Стратоса, они уже в максимально драматичном состоянии, то есть все в царапинах. Ремешок я уже порвал, я ношу его от пейсов, которые утопил. Но вот так. Дальше. Прочитаем мой вопрос вверху. Газила. Сейчас попытаюсь найти. Да, топ кроссовок было хорошее. В будущем будешь вместо Mi Band 3 разыгрывать Mi Band 4? Скорее всего, да. Извиняюсь, если уже спрашивали, какие часы сам юзаешь и какие бы порекомендовал из круглых. Уже ответил. Mi Band 4 можно в бассейне плавать, в соленой воде море. И можно принимать душ в них. Можно, но насчет соленой воды любые девайсы я бы советовал аккуратнее. И резинка навернется, и постепенно, мне кажется, должно разъесть. Как настроить барометр в бипах? Нет показаний в меню после калибровки компаса, хотя во время пробежек высоту считают. Понятия не имею, вы все правильно делаете, должен считать. Извиняюсь, если спрашивали, так, понятно. Еще раз, Amazfit Stratos X30S. Газила ответил. KitDot, лучше копируйте то, что писали, потому что я сейчас не переверну то, что вы писали. Какими ТВС наушниками пользуешься? Теми же, какие я тестирую, которые я тестирую. Сейчас я тестирую, сейчас покажу, что. Away. Вот эти наушники Away я тестирую. И вот эти QCY. Эти, по-моему, мне в 1400 обошлись. Эти вообще рублей 800 я покупал. То есть довольно экономно. Так, Стратосы в бассейне вообще нормально живут? Да, более чем великолепно вообще. В принципе, даже правильно считают. Ну, раз на раз не приходится, если честно. Поставил лайк, молодец, доходчиво объяснил. Спасибо, Анна. Корпус карбон у Стратосов? Вроде бы да. Во всяком случае, внешне точно. Так, есть ли в Verge возможность подключения нагрудного датчика? По-моему, да. Я уже не помню. Посмотрите мой обзор. Что за клюшки? Не клюшки, QCY, я их клюшками называю. Вот это QCY, вот это QCY. Когда я их покупал, я купил сразу QCY T3 и захотел потестить, вот как этот обод а-ля на коня, сбруя такая, будет себя вести при беге. Расскажу в обзоре в ближайшее время, когда смогу сформулировать без сарказма либо каких-то оскорблений в сторону QCY. Дальше тоже куплю Stratos. Анна, если они вам нравятся, почему нет? Тем более, если есть возможность там раз в 5 дней заряжать. Ну да, иметь часы, на которые можно повесить нагрудник и плюс еще наушники, это, конечно, хорошо, очень удобно. Плюс он трансфлективный дисплей, конечно, постоянно, в любой момент времени можно посмотреть время, очень удобно. Не нужно дергать ничего.
Спасибо, братка, именно когда благодаря тебе купил бип, и теперь точно куплю GTR. Уже очень они мне понравились. Надеюсь, у них Always on Display завезут. Я тоже надеюсь. Мне тоже понравились GTR, и мне кажется, что я тоже на них перейду. Внешне они мне нравятся. Очень. Прям внешне. Вопрос такой, покупать ли Redmi AirDots как первые Bluetooth наушники? Почему нет, купите. Но вам, может, придет брак UCY T1, реже брак приходит. Мое мнение. Пульс точно, отлично. Армен, я свободно в душ с Mi Band 4 хожу. В душе ничего не произойдет, я говорю про соленую воду, Армен. Так, хожу в бассейн с Mi Band 4, и дальше я не понимаю ничего. Микс, прости, пожалуйста, не понимаю. Михаил, что ты за беспроводные уши или проводные? Я покупал Bluetooth JBL T1 110 за 2000, но звук ужасен. JBL за 400 и то лучше. Вот в занятиях спортом удобнее Bluetooth. Да, Tisa i7, ой, i4 нормальные, кстати, еще для спорта. В стратосах экран как у бипов, и они не очень большие. В стратосах, да, экран как у бипов, вот, на 16-сантиметровом запястье. Я уверен, что у вас больше. То есть найти 16-сантиметровое запястье довольно сложно. Вот у меня узкое запястье, я все равно ношу стратосы. Я к ним более чем привык, поэтому советую, наверное, всем. Вряд ли найдутся взрослые люди с более узким запястьем, чем у меня. Насколько важно использовать нагрудный датчик при беге? Вот думаю, не прогадал ли. Не прогадал, Иван, если вы задумываетесь об этом. Все нормально. Быстро очень сильно не бегаете и все. Будешь брать на обзор OnePlus Bullets Wireless 2. D-Time я купил OnePlus Bullets 2 Wireless 2. Купил я их, по-моему, за 1006. Они мне идут уже в Москве, по-моему. Еще Huawei купил какие-то, тоже наподобие за 6 штук. Жаба дико душит, но расскажу. Потому что не вы один спрашивали, скажем так, человек 10 уже спрашивал. Прошу прощения за повтор. Какие вы можете посоветовать часы для туризма плюс спорт на распутье? Джой, я, если по поводу туризма, так же как альпинизма, всегда могу посоветовать одно. Если это профессионально, то, конечно же, это либо Гармины, либо Суунта, либо Полары на худой конец. Если это не полупрофессионально, то тогда покупайте бипы. Там есть GPS и автономность, и все. И что вам еще надо? Можете GTR-ки взять с десятку, но тут, кроме GPS, дороговато, мне кажется, если брать те же бипы за 4000. Так, можно ли слушать в душе QCY T3? Я бы не советовал Газила. Хотя я их тестировал в стакане, как вы видели, но мне кажется, что они могут очень быстро умереть. Нет, однозначно в душе постоянно использовать их нельзя, это не IPX7. Вопрос такой, покупать ли Redmi AirDots как первые Bluetooth наушники? Да, Dekit Dot, но они могут быть с браком, еще раз тебе повторяю. Если ты купишь Tisa i4 либо QCY T1, то вероятность брака намного ниже, они не хуже. Может, не в тему, купил Mi 9, Mi TV 4S китайскую версию, поставил ланчер, не могу никак нигде 4К врубить. На YouTube лагает, Иви не видит в настройках, что телек 4К. Не знаю, что делать. X30 не подскажу, у меня даже телевизора нет. У меня есть приставка, но телевизора нет. Поэтому у меня практики 0 на данный момент. Телек куплю, тогда смогу вас консультировать. Скажи, как сейчас с выгрузкой в Страву? Работает норма у стратосов? Я же показал, да, абсолютно адекватно. Xiaomi MSFit, даже дело не в стратосах, там дело в программе. Программа MSFit, если вы вешаете на них стратосы, будет выгружать со стратосов. Если GTR, с GTR, если с Verge, Verge. Xiaomi MSFit Bip можно ли использовать как GPS-трекер, например, при ходьбе, чтобы не заблудиться? Довольно сомнительно, скорее всего, заблудитесь. А вообще можно в теории, так же как стратосы и Полары. Точнее, как стратосы и Пейсы. Stratos 2 существует или какая разница от первых? Тимур, это 2S+, называется. Разница в стекле, там оно идет сапфировое, это раз. И 2 ремешок кожаный. Больше я, если честно, не знаю. GTR на руку для концовочки. 170 человек, концовочка как-то пока не приходит. Лайки не забываем ставить. Что-то вы меня и правда завели до 200 лайков. Давайте добьем. По возможности, кому не жалко. Я не знаю зачем, но пусть будет. Как тебе Marshall Bluetooth 3? Я не знаю. Marshall, вот я скажу по поводу Marshall одно. Я пытался несколько раз, ходил в магазин их слушать. Мне не понравилось. Может быть, у них плееры плохие стоят, может быть, у них музыка не та. Либо у меня как-то уши не подходят. Все, что я слушал Marshall, я считаю, что они этих денег не стоят. Однозначно. Какое приложение нужно для GTR? Также MSFit.
Вот. Для тех, кто собирался убежать после того, как я померю GTR, вот. Абсолютно великолепно ощущаются на руке. Стратосы 2 существует, какая разница между правыми? Я же уже ответил, Тимур. Слушай, я поставил. Спасибо, Михаил. Но Стратос есть ли смысл брать с стеклом как защиту от царапин? Дмитрий, я по поводу этого вообще не беспокоюсь. У меня все поцарапано и черт с ним. Ну, я так отношусь к этому, потому что все равно девайсы я не перепродаю, они у меня либо умирают, либо я их отдаю своим знакомым-родственникам. Стоит ли переплачивать за вторые Стратосы? Это я делал до того, как я стал блогером. Нет, Тимур, я считаю, что не стоит. Хожу в бассейн с Mi Band 4 много раз, в принципе, норм защита. Была такая ситуация, что он просто точно, посчитав бассейн, был 20 метров, проплыл 600, плыву один бассейн, бац, 625. Вам безумно повезло, Микс. Он прямо для вас создан и идеально считает грибки. Спасибо огромное за емкий ответ, лайк. Спасибо вам, Джой, за то, что спрашиваете. Мне приятно быть полезным. Не зря я такой ник взял. Что взять, бипы или пейсы? Пейсы жаба душит от цены, а бипы экран хуже вообще. Трансфлективный экран хорош в полутемной комнате. Вы не правы, трансфлективный экран намного лучше как раз на солнце, потому что он отражает солнечные лучи, и в полутемной комнате он как раз хуже, чем AMOLED тот же. Дальше. Есть ли таймер в GTR? Есть, я показывал. Привет, не пробовал ли ты использовать смарт-часы для эмулирования ключей доступа с использованием NFC, то есть ключи от домофона и смарт-карта на работу? Нет, Магомед, но очень многие на 4 PDA это делают. Что вы там спрашивали по поводу GTR? Короче, это возможно. Стоит ли брать OnePlus 7? Я вообще к OnePlus очень хорошо отношусь как к телефону, и я думаю, да. Honor Band 5 или Mi Band 4, не услышал ответ. Mi Band 4. Лайк, ты крутой. Спасибо, Микс. Слим, также не заморачивался с защитой экрана. Уважуха, грамотный, взрослый мужской подход. Выгружает ли MSFit не на Strava, а на Endomundo? Нет, я не видел, чтобы он выгружал. Мне кажется, что выгружать на Endomundo можно через Notify and Fitness, но сейчас я вам не отвечу. Будете заказывать часы Xiaomi как G-Shock? Газила мне кто-то написал, я их уже купил, и они мне уже идут. В Stratos можно музыку закачивать? Да, Анна, можно. Михаил, по толщине они толще бипов? Кто они? Здесь несколько часов. Что советуешь из линейки MSFit брать? Ислам, смотря что вам надо. Слишком много часов. Посмотрите на канале. У меня есть просто вот стрим большой по поводу 5 часов MSFit, и я объясняю разницу между ними. Понятно, что тогда не было еще Verge и GTR, но по большому счету вы и так додумаете. Сейчас я про GTR все рассказал. Спасибо за ответ. Я хотел узнать, видно трансфлективный экран в комнате темный. Видно. Что лучше, Xiaomi AirDots или Redmi AirDots? У меня есть обзор сравнения с моим мнением. Вот. По-моему, Xiaomi лучше. Привет, прошу прощения, может повторюсь, хочу умные часы от Xiaomi. Водостойкость обязательно и функционал, чтобы был как можно больше. Заранее благодарю. Илючих, такого не бывает, к сожалению. Стратосы тогда по функционалу. Посмотрите обзоры на Стратосы. Вот. И водостойкость можете, вот GTR-ки. Тоже водостойкость есть. Но нагрудный датчик нельзя вешать. А какие MSFit GTR лучше, из стали или из алюминия? Или из алюминия красивее? А те, что вам больше нравятся, Алекс, они по функционалу одинаковые. У меня Samsung Note 8, он только CBS кодек поддерживает. Какие уши посоветуешь с таким кодеком? Сергей, у меня есть топ-10 на канале наушников до $20 и до $50. Выбирайте любые, я бы советовал из топ-10 до $10 что-то выбрать, типа Tissot i4, либо QCY T1. Минимальная стоимость, максимальный функционал. Где купить оригинальный ремешок на MSFit GTR? Понятия не имею, на Алишке, наверное. Спасибо, по толщине GTR толще бип. Да, однозначно. Я не буду сейчас искать бипы по комнате, но толще. Таймер, так, стоит ли покупать Xiaomi Mi 2? Стас, мне вообще, если честно, не очень телефоны Xiaomi нравятся, хотя я делал на них обзоры, потому что это хайповая тема. И учитывая цену, конечно, за 9500, допустим, я брал Redmi Note 7, это халява. Ну, по-другому даже не сказать, это даже не дешево, это вот просто на тот момент было практически бесплатно. Но это единственная причина, почему. Стоп, еще не кончилось? Вроде бы нет. Вроде бы нас еще 160 человек, и это довольно много.
Что делают кнопки на часах GTR? Еще раз, вот эта функция активации, верхняя кнопка функции активации дисплея, у меня есть в обзоре это. А на нижнюю кнопку вы вешаете то, что вам удобно на данный момент. То есть можно любую функцию повесить на нижнюю кнопку. Так, будет ли сравнение GTR и Stratos? Скорее всего, да, Копик Pro, потому что вы уже, наверное, 20-й спрашиваете. MSFIT дружат с программой Samsung Health? Нет, по-моему, нет. Пользуюсь Mi Band 4, проблема с музыкой, долго подключает. Печаль. Все зависит от разрешения, от телефона, от Bluetooth и еще от чертовой тучи причин. Что делают кнопки на часах от GTR? Ответил. Александр, привет, посмотрел про сушилку. Александр, пока не успел. Ты видишь, что я весь в 2 часах. Пришли и все, и я там живу в этих часах. Какие беспроводные наушники не вакуумные посоветуете? Кроме AirPods, FreeBuds 2. Так, мне кажется, что GTR ярче смотрится, чем Stratos, или нет? Конечно, потому что здесь AMOLED дисплей, а здесь трансфлективный дисплей. Они в принципе разные, Анна. То есть я удивлен, что с AMOLED-экраном часы могут жить даже, по отзывам 13-14 дней они живут, если вот в них ползать постоянно. У меня есть нагрудная H7, поэтому Stratos жду. Плюс мне для пробежек музыка нужна с пульсом в 180 бегать слим. Это прям вот ты молодость свою быстро очень закончишь такими темпами. И еще вопрос, ты на веле на чем катаешь? Одежду от Santic пробовал, а Александр Лагутин я катаю на GT Avalanche Experti, и я катаю в кедах, и, не в джинсах, но в спортивных штанах, поэтому у меня есть велотрусык, это называется так, и все. Но у меня нет такого велосипеда, чтобы под него что-то специально покупать. И еще вопрос. Так, какие часы толще, MSFIT Pace или GTR? Спасибо за обзоры. Они одинаковые. Вот сейчас с виду не скажу, у меня пейсы где-то валяются, найду, отвечу, в ВК напишите. Меня пропускают каждый раз. Лонцин не специально. Иван Ку, когда обзоры на кроссы, Илья, недавно были только. Я заказал еще 3 пары кросс, поэтому как придут, так сделаю. Русская прошивка. Илья, сразу отвечу по поводу кроссовок. Я бы заказывал их больше, но у меня 285 мм стопа. У меня и так вот 2 пары лежат, вот я их померил, побегал в них и все. То есть я выкинул не выкинул, а потратил 7 тысяч рублей просто так. Так я хоть нашел под 285 мм 2 пары у Xiaomi и расскажу. Дорогие, но красивые. Одни для баскета, другие так. Новый Verge сильно хуже GTR и Stratos? Нет, они просто другие, Александр. А какие MSFIT GTR прочнее? Из стали или из алюминия? Или из алюминия красивее? Алекс, они одинаковые, мне кажется, по прочности. Ремешки к часам цепляешь неправильно. Я знаю, Тимур, я особо не запариваюсь по этому поводу. Я понял, о чем ты говоришь. В Hodder Magic, Watch Magic или Huawei GT есть Always On Display? Не знаю, у меня их нет, я их не тестировал. У меня Mi Band 4 сломались после тренировки в бассейне, точнее перестал работать экран. Сами они работают. Открывайте, да. Dead Asted. Брак есть везде, у всего. С больной спиной в каких кроссах бегать? Ни бегать, Ильяс. Лучше на лыжах катать с больной спиной, а лучше с врачом поговорить. Здорово, бро, как часы нравятся? Анастасия, да, нравятся, бро. Так, на Али купить можно нагрудник от Polar? Нет, они везде, Тимур, дорогие. Можно покупать просто в России и все с доставкой. У вас GTR из нержавейки? Вроде да. Модель я такую заказывал. 180 BPM, да, каденс норм. Ничего себе, у тебя профессиональный шаг от 180 у профов. Мне 16 лет, я заработал свои первые деньги, я хочу купить Honor FlyPods. Мне нравятся только вкладыши, но не знаю, нужны ли они мне. Джойс, покупай пока что-то хочешь, потому что придет определенный возраст, когда, возможно, ты перестанешь что-то хотеть материальное, поверь мне. Хотя не факт, но может придет. Вопрос по бегу. Сколько заморачиваешься по выбору кросс? Любишь Китай или все же Asics, Adidas? Нет, Иван, я 300 тысяч раз говорил, что я нашел свои кроссовки, которые идеально мне подходят. Это Mizuno Wave Rider. Любые, 21, 22, там без разницы какая циферка. А в чем бегать, это триатлоновские Asics, то есть если это более-менее соревы. Но если совсем соревы, то шиповки. Яндекс.Маркет посмотри. Мне 14, у меня 30 сантиметров стопа, что делать, Санек? Ничего, идти в сток и покупать там. На такие сантиметры есть вообще много халявных кросс, бесплатных фактически. Что лучше купить для просто ношения? Пейсы или бипы?
Пейсы, если не лень заряжать. Я уж думал, мои комменты не отображаются, отображаются. Плавать лучше с больной спиной. Да, ислам, и даже иногда и плавать нельзя с больной спиной, потому что там надо отталкиваться от бортика, и, в общем, лучше проконсультироваться. При том, что, опять же, по поводу плавания особое внимание всем на то, что плавать нужно правильно. Если вы плаваете неправильно, то вы наносите себе больше вреда, чем пользы. Дальше. Кстати, первый раз на стриме твоем, при том, что в подписке уже давно. Слим, я рад, что вы дошли до моего стрима, мне очень приятно. Стоит ли брать Mi Band 2? Нет, Стас, за эти деньги можно уже купить Mi Band 4, просто чуть-чуть добавить и все. Александр, а какие Polar брать для Stratos? H10 или H7? На сколько денег хватит? Можете H10 или H7. Если найдете, может, дешевый H7, купите H7. Как в CS-ку играть? Понятия не имею. AGSM, привет. Я уже заказал Puma Highbird NX. Отлично. Мизуна вне конкуренции. А так для марафонов антилопа, именно на все 42 километра. Нет, почему тоже в Мизунке. А я не бегаю марафоны, я слим максимум полумарафон бегал. Лана пошел. Газила, счастливочки. Спасибо, что был на стриме. Дыня или арбуз? Арбуз. Но не спамьте, пожалуйста, Александр. Слушай, а ты рок слушаешь? Какие наушники можешь посоветовать для прослушивания рока? Я думаю, я на это отдельный стрим. Накладные я наушники. Вот для всех этих каких-то кипеловых и же с ним, да, ну да, металл. Все это накладные, потому что все затычки это только басы, по большому счету. Все вкладыши это высокие и средние обычно. Вот, и говорить о том, что это как вы видите, блогеры все время, каждый раз, вау, вот это уши. Да по факту просто-напросто, в принципе, очень близко звучание всего этого, особенно в эконом-классе. Уже дальше идет то, что более-менее премиум, да. Во-первых. Во-вторых, помните, что мы все это слушаем через телефоны, через какие-то дешевые плееры, если формат соответствующий, то есть долдак, там, флаг, музыки, вопросов нет, если там какие-то струнные инструменты. Проще говоря, кроме накладных наушников и хорошего плеера, ничего не поможет, по большому счету, особенно в роке каком-то, тяжелом металле и же с ними. Вот, выговорился. Так, сейчас GTR 47 мм на Али с купоном продавца 9300. Отлично, если это Global версия, вообще великолепно. H10 можно и плавать в бассейне, лучше H10 посоветую. Отлично, спасибо, Слим. Как относишься к кроссовкам Лото? Никак, я их не тестил. По-моему, Алексей в них можно... Они хорошие они. Бренд хороший. Как относится к технике Apple? Стас, у меня нет на нее денег. Apple нужно, мне кажется, покупать экосистемы. Это ноутбук, компьютер, часы, всем телефоны одни, и вот жить в нем. И морально готовиться платить за еще и программное обеспечение дикие просто деньги. Дальше. Кстати, по накладным наушникам, что можно заказать беспроводные, очень важно, чтобы держались хорошо. Иван, посмотри, у меня есть обзоры на накладные наушники. Я вообще посоветовал, сейчас у меня лежат эти на обзоре Пионера. И были хорошие наушники Миксайдера, мне очень понравились. И вот эти такие эконом-класс Outsom. Выглядят они намного хуже, чем играют. 24 дня. Да, какая автономность? Ну, реально, если вы будете постоянно в них ползать, 12 дней, слава. Санек, понятно. GTR это улучшенные бипы. Можно сказать так, это скрещенные стратосы плюс бипы и вот дополненный AMOLED экраном красивеньким. Но не Always on Display, к сожалению. Дальше. Билли Айлиш на фоне играет. Да вроде бы да, Александр. Так что если стрим забанят, он не сохранится, вы знаете из-за кого. А какой марки у тебя телефон? Huawei P20 Pro и Redmi Note 7. Вот. А что за часы в верхнем левом углу? Спасибо. Верхний левый угол. Вот эти? А это Divum. Так, у нас стрим уже почти 2 часа. Давайте, наверное, заканчивать. Или давайте 3 минуты и в 10 ровно заканчиваем. Вот. Горзила, ты никак уйти не можешь. У Pace и Stratos одинаковые дисплеи, но экран, да, трансфлективный, что у одного, что у другого. В Stratos полно данных о беге, а в GTR то же самое, такие же данные. Что нового в Amazfit Verge? Олег, заново стрим посмотри, потому что слишком много всего. Это не Verge, это, правильно сказать, Nexa. На деньги, которые вернули за Mi Band 4, купил Honor Band 5 и на сдачу i7s TVS по приколу. Как по мне, неплохо. Хотелось бы обзор на них у тебя увидеть. Я расстрою тебя, Dead Asted, у меня есть обзор на i7. Та-да!
Расскажи о диодных часах слева. Как называется? Тимур, Дивума, они есть у меня обзор на канале. Они очень неплохо пиарятся через Wylsacom и других больших блогеров. У них хорошо получается, потому что, в принципе, аналогов вот этой вот штуковины нет. Хотя они тоже не без глюков, но мне нравится. Будет ли топ беспроводных наушников с хорошими микрофонами? Да, Кирилл, будет. Я просто жду еще 2 пары наушников, а потом и выгружу его. Спасибо, что сказал, что лучше есть обзор. Пожалуйста. Себе какие часы оставишь? Спасибо и удачи. Я думаю, GTR-ки. Ну и Стратосы, само собой. Пейсы у меня уже утопленные валяются, а Mi Band, Amazfit Bip я разыгрываю, поэтому у меня они не останутся. Вот эти, наверное, продам. Наверное. Дальше. Дальше у нас что? У нас еще 2 минуты. Есть еще какие-нибудь вопросы? Если нет, то очень сильно благодарю вас за то, что вы были на стриме. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Если у вас есть вопросы какие-то по данным девайсам, не стесняйтесь, спрашивайте, но не забывайте пользоваться поиском на собственно канале, потому что 270 обзоров это уже прям много. Вот. Спасибо за годный контент. Николас, тебе спасибо, что смотришь. То есть GTR все-таки не замена Stratos? Конечно, нет. GTR нельзя повесить нагрудный датчик, нельзя подключить наушники и нельзя закачать туда музыку. ТЧК. Да, GTR и Verge, если возможность управлять умным домом. Нет, в GTR-ках нет. Я думаю, здесь можно будет повесить на это дело. Xiaomi Amazfit Bip пушка. Алексей, у меня штука 11, наверное, обзоров на канале про бипы вместе с сравнениями, поэтому можно сказать, что да. Экран у пейсов не режет глаза, как на биржах. Но это обычный трансфлективный дисплей, как у всего, и у бипов он такой же. Спасибо за стрим, Андрей, спасибо, что вы приходите на стримы. Пока всем удачи, счастливо, Санек. Волтер, счастливо. За свои деньги, да. Молодец, что нет ненормативной лексики. Анна, стараюсь, ее хватает у меня в жизни, я думаю, как и у вас. Все, всем счастливо, всем удачи, ровно 10 часов. Давайте пишем «до свидания». Как я вовремя приветствую. Ярослав, счастливо. Ромакса, счастливо. Джой, счастливо. Газила, счастливо. Виталик, счастливо. Надеюсь, в воскресенье у меня получится с вами в следующее увидеться. Кирилл, счастливо. Волод, счастливо. Тимур, то же самое. В личку. Аня, счастливо. Мне Норм, счастливо. Олег, счастливо. Сет, счастливо. Косяков, счастливо. Павел, счастливо. Ярослав, еще раз счастливо. Илья, счастливо. Стрим оставлю. До скорого, Алексей. До скорого, Николас. Все. Мне Норм. Еще раз. Удачи. Спасибо, что были на стриме.